Огромное спасибо, что смотрите нас. И чтобы вы не отвлекались от просмотра, сразу в самом начале скажу, что билеты на мои самые последние выступления в этом году можно купить по ссылке в описании к этому выпуску. 29 ноября Гамбург, 30 Дрезден, 1 декабря Прага и 7 Рим. Увидимся! Ровно сейчас там происходит столкновение. Частицы летят в разные стороны. Что такое темная энергия? Мы не понимаем, что такое темная энергия. Вы можете произвести так много антиматерии, что весь наш мир аннигилирует. Ну, хорошо, давайте назовем это Богом. В какой-то момент я просто понял, что Бог не нужен. Ну, ты еще посмотри на состав нобелевских лауреатов по физике. Это тут нечем гордиться. Создают здесь, в ЦЕРНе, а ловят их в Италии. Ковальчук поджал под себя почти всю фундаментальную физику. Электрон, позитрон превратился в антиводород, и мы такие: сиди, мы тебя изучаем. Андрей, недавно мы приняли решение изучать тот мир, который, кажется, человечество пытается всеми доступными средствами разрушить. И поэтому мы пришли к тебе, чтобы задать, как нам кажется, важные вопросы о том, как создавалась Вселенная, что было в первые мгновения после Большого взрыва и куда это все движется. Ты участвуешь в 2 экспериментах в ЦЕРНе, правильно? А до последнего времени ты работал в лаборатории физики сверхвысоких энергий. Да, насколько было. Поэтому кажется, что ты знаешь как минимум больше, чем мы, ну и, скорее всего, больше, чем все остальные. Мы будем говорить о разных сложных вопросах, которые я очень надеюсь, что ты мне объяснишь просто, но прежде нам нужно выбрать цвет фона, на котором мы все это будем делать. Синий, но цвет... Давай, раз мы говорим про Большой адронный коллайдер, выберем цвет ЦЕРНа. Это такой достаточно яркий синий цвет. Что такое ЦЕРН? ЦЕРН – это Европейская организация по ядерным исследованиям. Это организация, которая была основана большим количеством европейских стран, целью которой является исследование нашей Вселенной мирными способами, исследование фундаментальной науки, обогащение человечества знаниями. И вот эта организация, на территории которой находится Большой адронный коллайдер. Я просто пришел работать, делать свою дипломную работу на 3-м курсе в лабораторию. Ну, автоматически. Сначала занимался немножко теорией, потом начал заниматься анализом данных оттуда. И в магистратуре поехал. То есть ты работаешь в ЦЕРНе от СПбГУ? Да, от России. Где тебе больше нравилось работать? Понятно, что с января 2024 года ты уже ничего не можешь сравнивать, потому что тебя выгнали, или ты сам ушел из лаборатории сверхвысоких энергий? Дело в том, что научные сотрудники всегда сидят на каких-то коротких ставках, и мне дали понять, что на новую ставку меня не возьмут. Во-первых, мою ставку убрали, а во-вторых, сказали, что ни на какой другой договор, куда бы я ни подался, меня не возьмут. Это связано с твоей политической позицией? Это связано с моей политической позицией. Это правда, что туда приходили ФСБшники? Я точно не знаю, но нам так сказали. То есть вот официальные лица в кулуарах, конечно же, никакой ни документами, ничего, что это некие списки людей, предоставленных ФСБ, от которых надо избавиться. Мы в ЦЕРНе, в одном из самых загадочных мест на планете Земля. И сегодня твой последний день работы в ЦЕРНе. Все так. Почему ты больше здесь не сможешь работать? Ну, потому что ЦЕРН решил закончить коллаборацию с Российской Федерацией. По политическим соображениям? По политическим, да. Сколько людей уедут отсюда теперь? Примерно человек 600. И что это будет значить для ЦЕРН? Для ЦЕРНа это будет замедление работы, потому что здесь огромный вклад России. Какие-то проекты придется где-то замену искать. Огромное количество экспериментов сделано с участием российских групп. ЦЕРН, конечно, так как решение было принято 2 года назад, то ЦЕРН уже каких-то ключевых фигур переманил. То есть ЦЕРН не встанет, если бы это сделали в секунду. Как, например, немцы разорвали договоры с российскими институтами прямо за пару дней. Здесь бы все встало. А так как за 2 года успели подготовиться, часть российских групп просто обучила другие группы из других стран, чтобы оперировать с их детекторами. То есть не саботировали, учили? Нет, не саботировали. Я вообще очень горд поведением, то, как себя показывают российские ученые,
То есть мы действительно работаем здесь до конца, наши обязательства выполняем и по публикациям, и по деньгам, и по оборудованию. То есть Фабиола Джанотти, директор ЦЕРНа сейчас, она в личном разговоре с человеком, которого я хорошо знаю, сказала, что она понимает, что если бы не российские институты, то коллайдер, Большой адронный коллайдер запустился бы на несколько лет позднее. И вообще запустился ли бы, тоже вопрос. То есть российский вклад здесь очень большой. Кроме вот этих 600 человек, есть еще 500 человек примерно из Дубны. То есть вообще, если это все сложить, то получается, что примерно каждый 10-й физик здесь из России. Был. Есть пока еще. 10% из них останется и получит позиции в других вузах. Отказавшись от работы в России. Да, очень многие уезжают. Кому-то находят замену, вот я думаю, что 10%, может больше. Кто-то просто уходит из науки российской, потому что какой-то наукой сейчас в России заниматься просто нельзя. Потому что есть разделы науки, которые можно сделать только здесь. Если вы занимаетесь исследованием бозона Хиггса, вы можете заниматься исследованием бозона Хиггса только на Большом адронном коллайдере. Это единственное место на Земле, где этим можно заниматься. Кто-то просто уходит из России и ищет позиции самостоятельно. Часть остается в России, большая часть. Разрыв этого сотрудничества, что будет значить для России? Для российской стагнацию. науки? Все-таки никакая наука... В мире не существует национальной науки больше, такой фундаментальной, крупной, только международная. Если вас изолируют, вы перестаете развиваться. Когда начался ЦЕРН, среди тех ученых, которые его затевали, которые были приглашены для того, чтобы думать над тем, каким он будет, были ученые, замешанные в преступлениях нацизма. И это не было объявлено, что их простили или реабилитировали. Их просто пригласили участвовать в этом проекте. Как ты к этой истории относишься? Я не судья, чтобы... Видимо, они не настолько были... Хайдельберг все-таки был. Он не был среди тех, кто основывал ЦЕРН. Их пригласили уже, когда решение о ЦЕРНе было принято. Германия не была условной основательницей ЦЕРНа. Уже когда было принято решение о создании ЦЕРНа, их пригласили. И это правильно, потому что одна из главных миссий ЦЕРНа с самого начала – это миротворческая миссия. Про то, что наука должна объединять людей, несмотря ни на что. Она должна позволять людям с совершенно разными взглядами вместе кооперироваться. Я полностью одобряю эту идею, и я понимаю, что нам надо учиться взаимодействовать, в том числе понимать других людей, и нам надо, чтобы те другие люди понимали нас. Наука – это такая, знаешь, это первый мостик, который выстраивается. Наука – это некий универсальный язык. Мы с другими людьми, с людьми из других каких-то политических устремлений, мы часто говорим на разном языке, сейчас в нашей стране. Говоря на том же русском языке, мы понимаем, что мы друг друга просто не понимаем. Не понимаем мира, в котором живут эти люди, другими устремлениями. А наука – это язык универсальный. Она для всех одинаковая. И это тот мостик, на базе которого можно выстраивать какие-то отношения с другими. То есть ты считаешь решение об исключении России, которая развязала войну против Украины, как институции из ЦЕРНа ошибочным? Да. Я считаю, что это решение противоречит заявленным ценностям ЦЕРНа. И я считаю, что заявление ЦЕРНа, что мы же не исключаем людей, мы исключаем российские институции, оно лицемерно, потому что, конечно, исключается наука. Проблема в том, что я сейчас разговариваю с людьми, которые занимаются решением этих проблем, что администрация с обоих сторон не заинтересована. Чиновники не заинтересованы. С российской стороны это Ковальчук. Ковальчук поджал под себя почти всю фундаментальную физику в России. И он совершенно не заинтересован к диалогу, он не заинтересован в международных коллаборациях, и он и в фундаментальной науке не особо заинтересован. Такой применить надо, чтобы они все сидели в России, работали на наших установках, никуда за границу не ездили. Русскую национальную физику. Да, типа того. И чтобы еще прикладная была, чтобы там поменьше было про темную материю, а побольше чтобы транзистор. С ним церновские officials, администраторы общаются давно, потому что приходится. И у них уже с середины 2000-х сложилось впечатление, что у верхушки российской науки они такие, типа, мы хотим сами. На низовом уровне все супер, на низовом уровне все очень заинтересованы. Ученые
Потому что, Ковальчук – это условно ученый. Вот. Они очень заинтересованы в этом всем, потому что они понимают, что такой физикой, такой наукой можно заниматься только вместе. А там, администрации нет. То есть решения и там, и тут принимаются вот сверху вниз. Здесь тоже решение о прекращении коллаборации с Россией принято не физиками. Вот. Принято просто политиками, которые представляют интересы своих стран. Если они видят российскую физику в лице Ковальчука, было бы странно, если бы они после 2022 года продолжали с ней сотрудничать. Так они же видят российскую физику в том числе и на низовом уровне, вот в том числе огромном вкладе, который российская наука в ЦЕРНе, и насколько это продуктивная коллаборация между российской наукой и ЦЕРНом. Они-то тоже должны видеть. Я бы сказал, что в ЦЕРНе тоже что-то поменялось. Первоначально, в момент создания, ЦЕРН был организация, которая пыталась, наоборот, лоббировать вот эту вот науку за мир в национальные правительства государств, в которых она участвовала. Даже представители этих государств внутри ЦЕРНа, они старались, наоборот, продавить в своих государствах вот эту вот повестку про то, что давайте строить коллайдеры, давайте взаимодействовать с другими странами. Советский Союз начал налаживать вот эти вот научные связи с ЦЕРНом с конца 50-х. А в 70-х научные группы из ЦЕРНа ездили в Протвино и производили эксперименты там на ускорителе. То есть там даже такой обмен был. А сейчас как будто наоборот у нас есть вот это решение европейских политиков, под которое подписался ЦЕРН. То есть ЦЕРН поставил свои интересы ниже, чем политическое решение стран-участниц, в основном Евросоюза. А ты считаешь, что вот в 24 году 21 века наука может существовать без политики? Я не считаю, что наука может существовать без политики. Я считаю, что наука должна быть актором, а не частью европейской бюрократии. Я считаю наукой, как обладательница вот этого универсального языка, как обладательница вот этой уникальной возможности налаживать мосты там, где другими способами это не работает, она должна продвигать свою идею, а не просто брать под козырек и такие мы европейская бюрократия. Как ты разделишь ту науку, которая занимается изучением, называется, высоких сфер, темной материи, антиматерии, энергии и так далее, и ту науку, которая в конечном итоге помогает изобрести сверхзвуковые пушки? Это разные науки. Это одна и та же физика. Нет. У нас здесь практически нету технологий двойного назначения. Да и вот эти вот все детекторы, калориметры, вот эти газовые штуки, их нигде больше не применишь. Конечно, российская армия координируется в Дискорде. Да. Что из-за этого Дискорд теперь называть предметом двойного назначения? Здесь люди прям очень серьезно настроены, чтобы ни в коем случае их открытие, технологии, которые они здесь придумывают, не применялись в какой-то военной индустрии. Так когда ты думаешь, Россия вернется сюда? Я думаю, как только так сразу. Так, улица Блоха, улица Бейкера – это все физики. То есть это такой город-государство, в котором все устроено на манер физический. Это международная организация, очень крупная, и поэтому на международной организации у них там свои правила. Законы действуют здесь швейцарские. Я, в общем, отсюда выхожу в Женеву кофе попить только иногда. Тут все есть. Тут здесь, а во Францию за продуктами. То есть во Франции дешевле продукты, конечно. А в Женеве лучше кофе? Потому что там спешлти кофейни есть. А Франция здесь достаточно такая, очень маленькая. Сколько здесь живет одновременно людей? На территории ЦЕРНа вот так вот в моменте находится несколько тысяч. Здесь находится несколько отелей, специально для сотрудников, и они живут прямо на территории ЦЕРНа. А остальные живут просто где-то, снимают квартиры. Тут есть детский сад. Прямо на территории ЦЕРНа? Да. Обалдеть. А дискотеки, рестораны, театры? Без театров. Дискотеки иногда проводят. Тут есть танцевальный клуб. А бар? Пиво продают, можно круглосуточно. Пока работает кантин, такая ресторан-столовая, там пиво без проблем. А в ней цены во франках или в евро? Во франках. Тут есть несколько их. Тот, который находится во Франции, там в евро. Там еще дешевле почти в 2 раза. ЦЕРН находится на территории 2 государств одновременно. То есть вот в том направлении идти, мы просто пересечем границу, не заметив это.
Тут 2 крупных кампуса. Сам коллайдер находится на территории обоих стран. То есть часть на Франции, часть в Швейцарии. Ресторан, в котором мы сегодня едим, он находится в Швейцарии. Есть ресторан, который находится во Франции. Там в евро. Та же самая компания. Примерно та же самая еда. Почти в 2 раза дешевле. Ученым лучше тусоваться на французской стороне. Да, дешевле, но все-таки добираться. А сколько здесь максимально человек может провести времени? Всю жизнь? Ну, наверное. Я думаю, что здесь таких людей немного, но есть люди, которые вот прям закончили там, пришли в какой-нибудь студентом и так до пенсии. ЦЕРН был создан в 50-е как некая новая модель сотрудничества ученых, которые не воруют друг у друга секреты, которые работают все на благо мира. Главная идея ЦЕРНа, в моем понимании, это возродить Европу как центр международных исследований. Потому что за время Второй мировой войны огромная была утечка мозгов в Штаты. И Штаты стали мировым лидером по науке. То есть они сместили Европу. И задачей ЦЕРНа была переманить их обратно и сделать такую вот мощную точку притяжения ученых в Европе. Практические какие-то задачи были? Когда ты привлекаешь ученых в одно место, ты автоматически решаешь и практическую задачу. Потому что эти ученые, они обзаводятся семьями, они в какой-то момент уходят из науки, потому что хотят денег, например, прокормить свою семью. И куда они идут? Идут работать в ближайшее наукоемкое производство. Поэтому все вот такие проекты фундаментальные, у них есть в том числе практическая цель привлечения высококвалифицированных кадров в страну. То есть, например, вот в Германии есть такая знаменитая пирамида устройства науки, где у вас огромное количество аспирантов, поменьше постдоков, и профессоров еще меньше. Если бы у вас абсолютное большинство аспирантов уходит из науки после того, как они заканчивают аспирантуру, просто потому что позиции постдоков значительно меньше. Куда они уходят? Они уходят в индустрию. Поэтому стране выгодно это. Это такая практическая цель. А кто получает эту выгоду в том, что касается ЦЕРНа? Швейцария? Все страны, конечно. Потому что ученые, в общем-то, наездами в ЦЕРН бывают. То есть вот я, например, там провожу 3 месяца в году. Остальное время я провожу у себя в стране. И так вот там 13-14 тысяч таких физиков, они вот приезжают, уезжают. Для обывателя ЦЕРН все-таки стал знаменит в тот момент, когда был построен коллайдер. Большой адронный коллайдер. Если я правильно сейчас сформулирую, то адронный коллайдер – это то, что изучает, что произошло с нашей Вселенной в первые секунды после Большого взрыва. Она изучает те процессы, которые происходили в нашей Вселенной в первые микросекунды. Значит, он исходит из того, что теория Большого взрыва верна. Смотря что говорить как теорию, смотря как определять теорию Большого взрыва. Вот если мы говорим о теории Большого взрыва, это теория расширяющейся Вселенной, которая по мере своего расширения остывала. То есть это вот растяжение пространства-времени, и по мере его растяжения материя, которая находится внутри этого всего пространства-времени, она остывает. В этом плане да. Чем дальше мы смотрим в прошлое, тем была выше температура, да, то есть она была более горячей. И вот нам надо посмотреть, какие процессы происходили при такой-то температуре, при такой-то температуре. И получается, что вот мы нашими исследованиями на ускорителях мы как будто изучаем процессы, которые происходили все раньше. Ну и вот сейчас мы подразумеваем, что законы физики всегда одинаковые, где бы вы ни находились во Вселенной. Мы создаем условия и проверяем, там законы работают, те, которые вот вокруг нас. И вот мы такими шажочками сейчас дошли до первой микросекунды. То, что было раньше, экспериментально пока не проверено. И поэтому вот говорить о том, что было до первой микросекунды, вот эти вот все. Самый большой взрыв. Это все большой взрыв. Вот это все расширение, это тоже все большой взрыв. Если мы говорим сначала сингулярность, ничего, а потом сразу большой взрыв. мы не знаем вот этого ничего. Конечно, возникают там большие вопросы, у нас нет определенности, вот эта теория инфляции, теория сверхускоренного расширения Вселенной, да? А про это много вопросов. И это не проверено на эксперименте. То есть вот то, что было до теории инфляции, это было значительно раньше, чем первая микросекунда. И там действительно происходило что-то интересное. Говорить о том, что там было сначала ничто, а потом это произошло, не можем, потому что, чтобы было ничто, надо какое-то пространство, в котором находится ничто. У вас пространство не существовало, да, до этого момента. Пространство и время появилось, соответственно, 14 миллиардов лет назад. Есть некоторые базовые термины, которые нужно обязательно объяснить, чтобы дальше все людям было понятно. Первое. Что такое адронный коллайдер и как и почему ученым пришла в голову идея его построить?
И главное, зачем? Адронный коллайдер — это такая машина, которая позволяет перегонять кинетическую энергию в новые частицы. То есть это машина, которая очень сильно ускоряет частицы, адроны. Адроны — это частицы, состоящие из кварков. То есть в данном случае это протоны, или ядра свинца. Эта машина их ускоряет почти до скорости света, всего лишь несколько метров в секунду медленнее, чем скорость света, и сталкивает. И вот в момент столкновения эта энергия, в которой там накоплена огромная энергия, она уходит в том числе в рождение новых частиц. То есть, например, бозон Хиггса, он в 125 раз тяжелее протона. И чтобы его породить, надо, чтобы вот это была кинетическая энергия прям выше, чем энергия массы, вот это ЕМЦ квадрат протона, минимум 125 раз. Вот мы их сталкиваем, и в этот момент мы можем рождать разные частицы, в том числе частицы, которые не существуют вокруг нас. А если мы хотим исследовать какие-то более тяжелые частицы, элементарные, и вообще понять, что они существуют, нам надо как-то их рождать. И вот ускорители частиц, как раз коллайдеры, их цель в том числе, чтобы вот такие частицы порождать и их исследовать. Ты участвуешь в 2 экспериментах, Да. которые проходят на Большом адронном коллайдере. Да. Что это за эксперимент? Моя специализация – это физика кварк-глюонной плазмы. Это то, как материя ведет себя при температуре 10-15 градусов Цельсия, когда так горячо, что даже протоны и нейтроны не существуют, они вот их расфигачивают из-за этой температуры. Одни люди изучают редкие процессы, которые там происходили, какие-то вот слабые взаимодействия, там, как вот с темной материей, а мы изучаем как бы объемные свойства. Как вообще вот вся вот эта среда, которая состоит из известных уже частиц, как она себя ведет. Можно сделать такую аналогию, что одни люди изучают, которые занимаются физикой частиц. Представь, у тебя есть вода, что они изучают то, как молекулы взаимодействуют с молекулой, а мы изучаем, как ведет себя вода, как жидкость, как среда. Вот вообще, когда мы идем от одного состояния вещества к другому, у нас есть фазовые переходы. Например, твердое тело, потом у нас жидкость, газ, плазма, кварк-глюонная плазма. Вот что происходит во время этих фазовых переходов? У тебя меняется структура вещества, у тебя рвутся какие-то связи, которые находились внутри этого всего. Что такое температура? Температура – это мера кинетической энергии. Чем выше температура, тем быстрее двигается. То есть в жаркой комнате просто молекулы быстрее двигаются, чем в холодной. Здесь то же самое. Сначала у нас есть твердое тело, мы начинаем раскачивать там эти молекулы внутри этого твердого тела, они начинают так быстро качаться, что кристаллическая решетка рушится. Потом у тебя есть жидкость, в которой так она все двигается. Мы нагреваем, двигается все быстрее и быстрее. И в какой-то момент образуется газ. Разница между жидкостью и газом в том, что в жидкости молекулы связаны между собой. Все еще как-то электромагнитно взаимодействуют. А в газе они свободно летают, почти не взаимодействуя между собой. Теперь нагреваем это до нескольких тысяч градусов, получаем плазму. Плазма – это когда мы рвем связи между ядрами и электронами. А теперь, если мы все это нагреем еще больше, уже до 10, примерно 10-15 градусов Цельсия, то есть это там миллион миллиардов градусов, энергия становится такой большой, что даже протоны и нейтроны не могут существовать в форме протонов и нейтронов. Ядро, значит, у нас есть, атомное ядро, оно состоит из протонов и нейтронов. Каждый протон и нейтрон стоит по 3 кварка. Вот эти кварки уже больше не могут сидеть в этих группах по 3. Это все начинает разваливаться. При такой температуре 10-15 протоны и нейтроны не существуют больше, а существует некий суп из кварков и глюонов. Суп, потому что если обычная плазма – это газ из ядер и электронов. Это такой слабо взаимодействующий между собой летающие частицы. То кварк-глюонная плазма – это связанные сильно между собой, но свободно перемещающиеся, как в жидкости молекулы. Только здесь перемещаются также кварки и глюоны. Глюоны – это частицы, связывающие между собой кварки. То есть, например… А кварк – это то, из чего состоят протоны? Да. И они с помощью глюонов внутри протонов и нейтронов связаны. То есть вся материя, которая в тот момент находилась в Вселенной, была вот такой. А потом Вселенная расширялась, это, значит, остужалось. И там после этого начали образовываться протоны, нейтроны, всякие другие комбинации из кварков, уже нормальные частицы, в обычные, к которым мы привыкли. И потом уже после этого Вселенная долгое время состояла из плазмы. 400 тысяч лет. Как это вообще исследовать?
нам нужно что-то, чтобы нагреть материю до таких огромных энергий. И это что-то, этот огромный кипятильник, это Большой адронный коллайдер. Что происходит? Мы берем, разгоняем вот это вот ядра свинца на коллайдере, разгоняем их почти до скорости света и сталкиваем. И вот эта вся огромная энергия, которая накоплена в них кинетическое от движения, она вот в точке столкновения переходит в эту тепловую энергию вот этого вещества, которое вот образовалось в месте столкновения. И вот это все, вот эти два куска ядра, которые столкнулись, они как бы, получается, условно сливаются и образуют эту капельку кварк-глюоновой плазмы. И вот все вот это вот как раз обладает вот этой огромной температурой и огромной плотностью. Но здесь тоже такое. Дело в том, что снаружи пусто. То есть вот если в начальный момент жизни Вселенной, вся Вселенная была заполнена этим веществом, то здесь мы создаем эту микрокапельку размером с атомное ядро. Вот она супер горячая, а снаружи ничего нет. И поэтому она супер горячая, и она супер из-за этого быстро расширяется. И расширяясь, она остывает. Происходит обратный фазовый переход, и она обратно превращается в протоны, нейтроны и другие комбинации кварков, которые разлетаются в разные стороны. Время жизни вот этой кварк-глюоновой капельки, которую мы образуем, оно примерно такое, сколько надо свету, чтобы преодолеть размер атомного ядра. То есть никакое. Но вот эти частицы, которые потом разлетелись в разные стороны, можем их поймать. Поэтому вокруг мы строим огромный детектор, такой, как пятиэтажечка почти, который эти частицы ловит, которые разлетелись в разные стороны, их измеряет, их характеристики. И потому как они разлетелись, мы пытаемся понять свойства вот этой вот маленькой кварк-глюоновой капельки. То есть вы пытаетесь Бога поймать за бороду? Нет, Да. мы просто измеряем эти характеристики этих частиц. Это скорее с антиматерией так. Вот мы антиматерию создаем, а потом пытаемся посадить ее в клетку, чтобы изучить. Когда антипротон рождается, он летит почти скоростью света, и мы его пытаемся, вот сажаем в эти замедлители, где он замедляется. Потом мы его замедлили, посадили на него антиэлектрон, позитрон, превратился в антиводород, и мы такие: сиди, мы тебя изучаем. Пошли. Это как раз схема детектора Алисы. Тут изображено столкновение. В нем родилась вот эта кварк-глюоновая плазма, распалась, и частицы разделились в разные стороны. Частицы загнуты или не загнуты, потому что это все красная штука, которая вокруг, это магнит. И частицы, соответственно, в магнитном поле движутся по окружности, в силу Лоренца. И вот мы видим, что одни частицы загибаются вправо, другие влево. Ну, потому что одни из них положительно заряжены, а другие из них отрицательно заряжены. То есть это рисунок не для красоты, а по делу? Это очень по делу рисунок. Это прям реальная схема изображения работы детектора Алиса. Вот это комната управления экспериментом Алиса. Это очень сложная система с огромным количеством поддетекторов, и за каждой подсистемой контролирует свой человек сидит. Мы его называем Event Monitor. То есть это как бы вот картинка летающих частиц. И он так показывает одно такое столкновение, он его меняет, не знаю, раз в минуту он показывает новое и так далее. Эксперимент коллайдер работает 24/7. Здесь всегда должны сидеть люди, которые это все контролируют, что это все нормально работает. 3 смены в день по 8 часов. Всего существует 8 шахт к коллайдеру. То есть есть 4 эксперимента и 4 технических, где надо доступ к коллайдеру иметь. То есть вот 27 километров кольцо, и каждые там 3,5 километра шахта. Мы сейчас находимся около одной из таких шахт. Под нами находится детектор Алиса. И вот над каждой шахтой есть вот такой большой технический ангар. Здесь опускают оборудование вниз. То есть все детекторы, все магниты, они через такие шахты опускаются вниз. Можно для тупых вопросов? Давай. Вот этот коллайдер, он вот так вот расположен, то есть как блинчик под нами или как колесико? Вот есть коллайдер, вот так. Да, Вот здесь точка столкновения. да. И вокруг него вот такой бочкой детектор. А вот то, что мы видели снаружи, это поперечный срез. Так, пойдемте посмотрим шахту. Мать моя! Вот это шахта к коллайдеру. Значит, там на глубине 50 метров находится подземный зал, пещера такая, в которой находится вот этот вот огромный детектор Алиса. Примерно на глубине 30 метров там бетонный пол, то есть там вот слои, 2 слоя бетонных блоков, потому что ровно сейчас там происходит столкновение. Частицы летят в разные стороны, и это радиация. Они в том числе летят наверх. И чтобы вот мы сверху здесь не получались, делают слой бетона. Если там все долбанет, там наверху даже не почувствуют. Это очень много, реально, 50 метров очень много. Когда идет какой-то апгрейд
когда коллайдер останавливается, надо запускать новое оборудование, что-то достать, то это бетонный пол просто убирают. Коллайдер работает с апреля по декабрь. Почему так? Просто они под Рождество еще приурочивают техническую поддержку, потому что что-то надо менять, что-то там выходит из радиации. Они где-то в марте начинают запускать, только чтобы его запустить требуется примерно месяц. Что это такое вообще? Микроволновка, клавиатура, это что вообще? Это все сейчас выбросят? Ну? Не знаю, если бы моих детей пустили, они бы сейчас все это разобрали. Ну, это я бы тоже разобрал. Мы можем что-нибудь на память взять? Если ты хочешь, возьми. Монитор. Вот тебе телефон из ЦЕРНа, смотри. Это тебе нужно на память, ты же уезжаешь. Ты тоже уезжаешь. Я и не приезжала, я так. Ну, у меня коллеги, они реально в свое время собирали себе компьютеры из этого мусорки. Потому что здесь, типа, буржуи, они выкидывают работающие компы, а наши приходят там по частям, собирают и делают себе рабочий комп. Что привлекает Катю в этом всем? Мусорка с техникой. Ну ладно, но пришли мы сюда не за этим. Здесь подразумеваются слова, и вот мы в святая святых. Нет, мы не в святая святых. Мы просто в святая. Мы в экспериментальном зале. Как раз здесь занимаются магнитами. То есть вот в этом зале находится один из ускорителей. А почему нет людей и пахнет рыбой? Обед. Вообще, кажется, это все такой памятник тому, сколько человечество готово вложить денег в свою мечту. Нет, я совершенно не согласен. Это небольшие деньги, то, что здесь вкладывается. Бюджет ЦЕРНа всего лишь... Вот мы говорим про весь этот размер, про то, что... Вообще, я думаю, что ЦЕРН — это современный чудо-свет. Потому что это что-то супер уникальное, созданное всем человечеством. То, что никогда раньше человечество не делало. И это реально такой шедевр инженерной мысли, как и все чудо света были. Цена этого всего $1 миллиард в год. $1 миллиард в год, но это много. Сколько стоила Сочинская Олимпиада? Вот здесь будет цифра. В 50 раз больше. Просто неделю прошла и закончилась, там, не знаю, 2 недели. И почти ничего не осталось. Тут вот за всю историю существования ЦЕРН, вот ему сейчас 70 лет, потратил такие деньги. Ты из своей башни слоновой кости, если когда-нибудь ты в ней был, вышел в 2013 году, когда ты стал наблюдателем на выборах. В 2011, когда я пришел на первые митинги. Это было после выборов в Государственную Думу в начале декабря 2011 года. Одногруппника тогда вытолкали наблюдателем из комиссии, и я онлайн наблюдал за всеми этими нарушениями. Вышел на гостиный двор вечером этого дня. И вот потом мне написал чувак из параллельного со мной класса: а давайте сделаем официальный митинг. И мы сделали 18-го, я помню это, потому что это было 18-12, 18 декабря 2011 года мы провели первый такой, тогда с нами тоже работал Андрей Пивоваров. Мы с этой идеей пришли, нас было там 4 студента, и за нами там это все, типа, вот смотрите, политичные люди в это пришли, вот смотрите, они независимые, вот они это все делают. Тогда это как-то вот сплотило вокруг политические силы. И мы сделали первый такой официально по всем этапам митинг за честные выборы в Петербурге, там, на 10 тысяч человек. Вот так вот. И ничего не добились? Почему? Ну вот мы в 2024 году, тут про честный выбор уже даже никто и не заикается. Это были первые крупные митинги вообще-то. И вот после них пошли и Болотная потом была, и вот другие крупные митинги. И Навальный в итоге выстрелил. То есть он же тоже на этом всем поднялся. На этих историях за честные выборы. Превратился в публичного политика именно в то время. Поэтому я думаю, что это все сыграло на такое гражданское общество, на какое-то, на появление вот этого неравнодушного класса людей, где мы сейчас. Ну, в жопе. Но это не отменяет того, что мы делали. Как бы ты пытаешься делать, что ты можешь. Левиафан значительно мощнее, значительно сильнее, но это не повод ничего с этим не делать. А если попытаться наложить на это матрицу физики как науки, то есть вот было там Птолемеево пространство, да, вот пришли там, пришел Коперник, Ньютон, вот Эйнштейн со своей теорией относительности, да, и каждая новая теория не то, что прям до конца отменяет, но меняет предыдущие законы.
Нет, она расширяет предыдущие теории. Хорошо расширяет предыдущие законы, но, может быть, оказывается, что в 21 веке количество вышедших на улицу людей ничего не меняет. Люди выходят, но власть продолжает двигаться своим курсом, и ничего это ее не касается. Всегда это некий маятник. Всегда вы качнулись в одну сторону, потом у вас есть отход в другую и так далее. Это движение вперед. Очень много примеров, когда улица решала. Есть, когда неудачно, посмотрите на Беларусь. Безусловно, это имеет эффект. Это не всегда имеет эффект тот, который мы бы хотели. Я думаю, что закручивание гаек потом было все-таки в том числе и реакцией на улицу, конечно. Не жалеешь ли ты о том, что вместо того, чтобы остаться в науке и полностью сконцентрироваться на том, чем ты занимался, ты распределил свои усилия между наукой и политикой, и общественной жизнью? Я всю жизнь распределяю свои усилия между разными вещами. Это в психологии называется мультипотенциальность. Я вот этот митинг организовал, и я ушел из политики после этого. Почему? У меня был диплом, и я решил на этом сфокусироваться больше. Я интересовался, но я больше ничего не делал. И вот в следующий раз я как-то вложился в это, когда я работал в штабе Навального в 2013 году на московских выборах. Ты не боишься сейчас об этом говорить? Я работал в избирательной кампании, которая вполне себе законна. Ну, вот тогда я как-то поучаствовал, потом понаблюдал на выборах, опять ушел в науку, потом опять в какие-то избирательные вещи поучаствую, в наблюдениях, опять вернусь. Как будто это вполне себе нормально. А что тебе это давало? Понимаешь, наверное, одна из характеристик, которая мне свойственна, это неравнодушие. Мне не все равно то, что вокруг меня происходит. И это как-то давало мне ощущение того, что я пытаюсь что-то с этим сделать. Это как вот сейчас, оставаясь здесь, я в том числе пытаюсь что-то с этим сделать. У меня это ощущение вот этой коллективной ответственности, которую многие, в том числе на Западе, пытаются возложить на всех россиян. Я считаю, что я делал многое, что было в моих силах, не уходя из науки. И я не чувствую себя нисколько ответственным за то, что происходит сейчас. Просто вот Левиафан победил. Но это не значит, что мы не боролись. С точки зрения науки, насколько имеет смысл сейчас оставаться в России и работать? С моей мало смысла. Мало, да? Мало. Ну, потому что мы сейчас обрезаемся от наших экспериментов. Ну, и получается, что вот часть науки у нас экспериментальная просто вырезана. Главные наши эксперименты находятся в ЦЕРНе в основном и частично в Штатах. И оба из них становятся нам недоступны, оба центра. У нас сейчас строится коллайдер в Дубне, но он просто несравним с теми возможностями, которые есть на тех установках. Ну и получается, что экспериментальная физика теряет свой эксперимент. А это тебе, чтобы... Жизнь медом не казалась. Типичный Питер. Чтобы ты сравнила парадную часть и то, что находится с другой стороны. Это еще ничего. Сейчас мы пойдем дальше, там будет интересней. Это все один дом. И вот ты можешь посмотреть, что здесь тоже все обшваркано, как это сказать. Вот здесь как раз перестраивают корпус. Он раньше был прям с огромными трещинами. А там что? Это вот мы вот туда Это идем. вот так, да? Это вот все еще этот дом. Вот мы сейчас идем на его задворки. И вот здесь вот этот прекрасный дворик с гаражами. То есть это функционирующие гаражи. Такое же странно найти в Петербурге. Особенно учитывая, что мы в центре Петроградская. Здесь постоянно эти граффити перерисовываются. Это, видимо, там с лестницы забирались. А стоял перед тобой выбор, не возвращаться сюда? Конечно. Особенно в мобилизацию. У меня была командировка заранее запланированная, случилась мобилизация, я пересекал границу. Я этим пограничником такой: смотрите, у меня направление на командировку подписано 2 недели назад. Все, я не от мобилизации избегаю. И ко мне там подходили несколько человек и такие: может, не надо возвращаться? Иностранцы. Может, останешься, мы тебе тут позицию найдем. Ну, а почему ты вернулся? Здесь очень важны сейчас хорошие люди внутри страны. Вот. И мне кажется, что я могу здесь помогать людям. Мне важно заниматься этой частью своей жизни тоже.
То есть, выбирая между профессией физика, о которой ты мечтал, Ну, я давно об этом мечтал, я уже много лет работаю. и возможностью быть хорошим человеком, помочь своей стране, ты выбираешь быть хорошим человеком? Да. Я думаю, что ценности важнее. У меня после начала войны ощущение, что для науки потом можно наукой заняться, что она не бежит. Там, конечно, есть вот эта вот постоянная гонка того, вот мы вот это откроем, вот это, вот все. Но, честно говоря, можно не заниматься какое-то время, потом вернуться, если захотеть. И я думаю, что когда наладится, я, скорее всего, вернусь в науку. А когда наладится? Кто же его знает? Но пока выбор такой. Я не загадываю. Тут горизонт планирования у нас очень короткий. Большое количество ученых, которые оказались в силу разных причин, но по одной статье госизмена в тюрьме, сейчас, по слухам, обращаются к тем, от кого зависят эти решения, с просьбой о возможности дать им работать. И это все напоминает какую-то подготовку к шарашкам. Веришь ли ты, что действительно такое возможно в современной России? Шарашка? Да. Да, возможно, конечно. Ну, слушай, а кто верил, что каких-нибудь убийц, осужденных на кучу лет, будут отпускать через полгода? Я думаю, что шарашка легко может появиться, особенно учитывая, что нужны какие-то военные разработки, а это люди, которые были... Они занимались гиперзвуком. Да, и связанные с этим... секретностью как раз. Это те кадры, которые нужны. Я не верю, что закроют границы, потому что это режим другой. Это Советский Союз перемалывал людей на что-нибудь, на производство. А этот режим, он про то, чтобы изгонять людей, которые не согласны. У него деньги не от этого берутся. Я думаю, что вот этот миллион, который уехал, это во многом благо для режима. Потому что это люди, которые не согласны. Это значит, что у вас значительно упал процент людей, не согласных внутри страны. И твое желание, и твое решение оставаться связано с тем, что ты не хочешь действовать на руку режиму? Меня бесит, что меня выгоняют из страны. Это такое эмоциональная составляющая этого решения. Это вот кусочек Алисы здесь специально сделан, чтобы можно было показывать разные части детектора и рассказать, как они работают. А вот это реально стояло в центре детектора Алисы с 2009 по 2018 год. Ты посмотри, какие университеты в этом всем участвовали, вот здесь. Хельсинки, Харьков, Санкт-Петербург, Триест, Утрехт, Амстердам, Болонья, Киев, Нант, Прага, Страсбург, Да. Турин. Это прям вот только вот в разработке вот одной такой подсистемы участвовал десяток лабораторий со всего мира. В том числе в этом всем участвовала моя группа из Санкт-Петербургского университета. Вот мой шеф Фехил Григорий Александрович, они в 92 году как раз предложили свой дизайн. Здесь и в новой версии используется дизайн крепление дизайна, вот того, как это все расположено, придуманный Санкт-Петербургской группой. Вот они черненькие. Углепластиковые конструкции придуманы в Петербурге. И вот эта вот схема того, как они расположены. Вот пиксели — это вот с той стороны, их отсюда не увидеть, они вот блестящие. Потом вот здесь вот есть трубочки такие охлаждения, тоже санкт-петербургская разработка, как это все охлаждается. Вот золотая штука, она считывает сигналы с детекторов. И вот оно все уходит, соответственно, сюда. Это не только провода, это, соответственно, еще и система охлаждения. Вот здесь вот эти трубочки синенькие. Это водное охлаждение этого детектора. Там вот эти сотни тысяч терабайтов, они идут в том числе отсюда, потому что с каждого из этого пикселя идет сигнал. Давай попробуем коротко и очень внятно сформулировать, зачем эта Алиса вообще нужна. Чтобы изучать свойства вещества при огромных температурах. Чтобы вообще понимать, как работает вещество при таких температурах. Вот есть у нас какая-то теория. Чтобы понять, вообще правильная она или нет, как это далеко она распространяется, мы стараемся уйти в экстримы этой теории. Проверять ее на каких-то экстремальных ситуациях. В том числе, ты права, что мы это делаем для того, чтобы понять, как устроена была Вселенная тогда, но еще для того, чтобы понять наши современные представления Вселенной, наши модели. Не получится ли так, что вот как с квантовой механикой, что в какой-то момент мы от наших современных представлений перейдем к какое-то более расширенное понимание того, как это все работает, как переход классической механики в квантовую механику, потому что мы вот с помощью этого всего двигаемся к этому экстремуму, к все более горячим, высоким энергиям. Что такое темная энергия? Мы не понимаем, что такое темная энергия. Темная энергия — это некое свойство, видимо, пространства. И оно заключается в том, что чем больше наша Вселенная, тем больше в ней энергии. То есть чем больше у нее возраст,
тем быстрее она расширяется, что достаточно странно, что контринтуитивно. И это как будто говорит о том, что есть некая энергия во Вселенной, которая заставляет ее это сделать. И вот эту дополнительную энергию мы называем темной энергией. Она везде. Она размазана вот так вот равномерно по всему пространству и времени. Ее необходимость возникает из того, что мы как раз видим вот это ускоренное решение Вселенной, и чтобы его объяснить, описать математически, надо ввести дополнительную энергию, которая везде должна существовать. И вот эта вот дополнительная энергия, которая мы не знаем, откуда вообще взялась, что это такое. Вот эта энергия называется темной энергией. Считается, что здесь вы открываете портал в другое измерение. И детей в жертву приносим. На самом деле, мне кажется, что это правильное место, чтобы поговорить о главных мифах, связанных с коллайдером. Значит, первое, что работа Большого адронного коллайдера в какой-то момент спровоцирует открытие черной дыры, и туда нас всех засосет. Возможно такое? Андрей задумался. Значит, что засосет, нет. Так. Но идея квантовых черных дыр, она возможна. Откуда шум-то весь пошел с этими черными дырами? Потому что действительно есть такие теоретические модели, которые говорят о том, что мы, возможно, во время столкновений частиц можем создать квантовую черную дыру, то есть черную дыру размером там буквально, не знаю, в много-много-много миллиардов раз меньше, чем протон. Ну, для сравнения, например, если из Земли сделать черную дыру, то она получится размером, не знаю, вот такой. Вот. А если сделать, соответственно, из двух сталкивающихся протонов, ну, она тоже получится примерно вот настолько же меньше, столько же раз. Ну, вот такая вот маленькая штука, но она, если мы такую даже создаем, она будет супер нестабильна, потому что это такая штука, как называется хокинская радиация, то есть черная дыра со временем уменьшается, она излучает частицы. И вот такая маленькая дыра излучит просто пару частиц и сдохнет. Потому что просто больше, там она сама по себе супер маленькая, она по массе как всего лишь несколько частиц будет. Вторая идея, она заключается в том, что, вот представь, у тебя есть черная дыра, чтобы она расширилась, надо, чтобы в нее что-то шлепнулось, какая-то материя. Вот она у тебя размером значительно, прям очень-очень-очень меньше, чем протон. Ты создала. А теперь надо понять, что мы с тобой вообще-то пустое место. Ну, то есть вот... Ну, это полезное знание, это очень полезное знание, да, потому что вот если у тебя есть атом, то у тебя вот есть ядро и есть электроны вокруг. Размер атома это вот будет как, не знаю, как ноготь на большом пальце, то электроны будут вращаться где-нибудь там в 50-100 километрах отсюда. Ну, то есть это вот реально такое огромное пустое место. Вся наша масса, вся наша материя, она заключена в таком маленьком пространстве, а потом все вот это вот 50 километров в округе это пусто. То есть вообще вся наша материя это пусто. Это вот такие вот маленькие шарики в огромных пустых пространствах. И получается, что если вот взять такую черную дыру маленькую, чтобы ей вырасти, надо, чтобы она столкнулась с таким вот этим вот маленьким шариком в огромном пустом пространстве. Но это все, ладно, это все теоретические рассуждения. Есть очень важный аргумент, почему это безопасно, почему весь коллайдер безопасен. Потому что в космосе есть частицы с энергиями в миллион раз больше, чем энергии на Большом адронном коллайдере. И частицы там везде. И они там рождаются где-нибудь, не знаю, от нейтронных звезд, от каких-нибудь взрывов сверхновых. Вот там рождаются частицы значительно больше энергии, чем мы можем сделать на Земле. Эти частицы прилетают к нам, и они врезаются в атмосферу. И в атмосфере постоянно над нашими головами происходит столкновение с энергиями в миллионы раз больше, чем на Большом адронном коллайдере. И если бы хоть что-то можно было опасно создать на Большом адронном коллайдере, оно происходило в нашей атмосфере. Ну, это где? А это в маленькой Швейцарии. Не, ну, конечно, если там черная дыра бы создалась у нас над головой, то никто бы даже не заметил. Ну, в общем, я сначала рассказал, почему это с точки зрения физики фигня, но вообще есть просто вот такой экспериментальный факт с радиацией космической, который говорит, что вообще с помощью столкновений частиц ничего опасного сделать нельзя. Это вообще все выглядит, знаешь, как советский НИИ. А ты же дал видео из Гугла, да? Да. Это НИИ. И действительно тут ближе к каким-то советским институтам, чем... Ну, все-таки физики очень много коммуницируют между собой, и очевидно, что они в том числе коммуницируют тем, как построить НИИ.
Мне просто сказали, что уж ЦЕРН они должны построить как-то так, чтобы вау, какая современная штука. Да это вообще не предусмотрено к тому, чтобы кому-то что-то показывать. Люди же строили это для физиков. Это строилось с практическими целями. Ну вот, как был ЦЕРН на момент его создания. То есть посреди реально ничего. Это вот дорога, по которой вот здесь вот эта остановочка, где вы сегодня вышли. То есть вот какая-то полугрунтовка. Вот первый ускоритель строить. Это же надо было еще посреди Европы найти такое место, где было столько много пустого места. Это фермы все были, то есть это вот какие-то отдельные... Это граница. Вот это пограничный столбик. А почему избрали именно это место? Ну, потому что нейтральный статус. Потому что сразу хотели как такая объединяющая идея этого всего. Уж Швейцария нейтральный статус. И Франция была очень заинтересована, чтобы иметь на это все влияние. Она была таким сильным лоббистом этого всего. И ей хотелось, чтобы это было где-то под боком. Когда испытывали первую ядерную бомбу, была гипотеза, что будет такая цепная реакция, да, и весь мир она охватит, и мир кончится. Когда запускали коллайдер, тоже были опасения, что все это небезопасно. Нет, если тут первую гипотезу выдвигали физики, то вторую гипотезу все-таки... Мракобесы? Там же человек, он даже судился в США, чтобы запретили коллайдер, вот, и у него есть физическое образование. Но во Вселенной есть столкновения с куда большими энергиями, чем они происходят на коллайдере, поэтому коллайдер полностью безопасен. Второй миф. Он появился в 2011 году, когда стали поговаривать о том, что ученые ЦЕРН смогли разогнать пучок нейтрино до скорости на 60 наносекунд, превышающей скорость света. Да, я помню этот. У них там контакт барахлил. Это реальная ситуация. Здесь создают пучок нейтрино. Нейтрино – это такие частицы, которые прилетают просто насквозь всего. Они создают здесь, в ЦЕРНе, а ловят их в Италии. Ну да, они под землей фигачат, они пролетают сквозь детектор, сквозь всю Землю, и там смотрят, как они поменялись за это время. Нейтрино, такая фишка у них, за это Нобелевку дали несколько лет назад, что нейтрино меняет свой тип. Пока летит, они создают здесь нейтрино одного типа, фигачат через Землю в Италию, и там ловят и смотрят, какие типы там. Этим способом они в том числе меряют скорость. И у них там контакт барахлил, и у них получилось, и они не могли разобраться долгое время, чего у них происходит. Они даже начали об этом говорить на публике, смотрите, какая-то у нас фигня, давайте попробуем разобраться. У нас получается скорость быстрее скорости света. В итоге нашли, у них контакт просто плохой был. Ну а вообще можно достичь скорость быстрее скорости света? Смотри, там такая штука с специальной теорией относительности, которую Эйнштейн сделал, что если твой объект имеет скорость меньше скорости света, то у него всегда будет меньше скорости света, ты ничего не сможешь делать. Но если у тебя скорость больше скорости света, то у тебя всегда скорость будет больше скорости света. То есть это ничего не меняет? Ну, это просто они, это разные... Нет, нам достичь нельзя. Ну, я просто поумничала, а если коротко... Короткий ответ, то нет. Да. Ну, все-таки коробочки стоят, где польза человечеству, где вот этот момент... Ну, знаешь, я все-таки привыкла, что там сталь лилась, там чугун ковался. Ну смотри, вот все, что вот там, вот видишь, на полочках, это все лежат магниты. Что сейчас ученые знают о происхождении Вселенной? То есть мы знаем, что есть большой взрыв, был. После него была кварк-глюонная плазма, из которой образовались все те частицы, из которых сейчас состоит мир и материя в нем. Да. Смотри, насчет большого взрыва, у нас нет экспериментальных... Вот, опять же, мы все знаем до первой микросекунды, после первой микросекунды. Именно потому, что на коллайдерах... То есть мы не знаем, как вот это вот случилось? Вот этого мы не знаем, да. Вот, но начиная с первой микросекунды мы уже все знаем. Августин Блаженный, а вслед за ним Стивен Хокинг утверждают, что все, что происходило до Большого взрыва, не имеет значения, потому что все, что касается нас, происходило уже после Большого взрыва. Так. И возможно, что Большой взрыв – это и есть появление Бога. Хорошо. Они имеют право на такую точку зрения. А что ты думаешь по этому поводу? Может быть, это и есть Бог? Что? Большой взрыв и появление все, что... Ну, хорошо, давайте назовем это Богом. Мы поменялись ли как-то твои представления о Боге с тех пор, как ты стал работать на адронном коллайдере? Я думаю, что дело не в том, что я работал на Большом адронном коллайдере, а дело в том, что в какой-то момент я просто понял, что Бог не нужен. Что вот для работы Вселенной, всего того, что вокруг нас происходит,
он не нужен, у тебя есть там уравнение, где вот все законы физики описаны. Там один из членов этого уравнения – это Бог. Вот он за что-то отвечает. Там вот есть член, отвечающий за электромагнетизм, за гравитацию, еще за что-то. И вот есть один Бог. Так вот он там не нужен. Он ни за что не отвечает, поэтому мы его просто выкинем. Божественная теория объяснения происходящего в том числе отвечает на вопрос «зачем?». Да. Ни зачем. Если ты убираешь отсюда Бога, то ни зачем. Тогда все теряет смысл. Ну, мы сами создаем смысл. Человечество создает смысл. Люди смертны. Конечно. Никакого смысла во Вселенной нет. Ты же из религиозной семьи. Да, я из религиозной семьи. Я не то чтобы задавался этим вопросом. У меня религиозная семья, но она не... Как это называется, когда обсуждение этого всего происходит? Толкование вот каких-то святых текстов у меня из головы вылетело. Богословская. Да, она не богословская, поэтому у меня не было каких-то обсуждений, каких-то глубоких материй, связанных с религией. Я там думал, не знаю, о вечной жизни, о душе, но как-то смысл жизни не было этого вопроса в моей повестке религиозной. Мне почему-то кажется, что работа на Большом адронном коллайдере – это возможность заглянуть Богу в глаза. То, что вот ты смотришь… Знаешь, я посмотрел и ничего не увидел. А не страшно так жить? Нет, я не вижу в этом смысла. Я признал то, что Вселенная, она безразличная, это просто Вселенная. Ты просто признаешь, что в мире происходят случайности, и мир вероятностный, и shit happens. Просто так устроена Вселенная. То, что мы не понимаем, что было там с самого начала жизни Вселенной, это не говорит о том, что он для этого нужен. Раньше он был нужен для большего спектра вещей. Что такое темная материя? Темная материя – это, видимо, некая материя, которая не взаимодействует электромагнитно. Если вещь взаимодействует электромагнитно, мы с вами взаимодействуем электромагнитно, значит, это непрозрачно для света. А если она не взаимодействует, значит, свет проходит насквозь. Вот в мире, видимо, в 5 раз больше темной материи, чем обычной материи. То есть в 5 раз больше материи, которая не взаимодействует электромагнитно, которая просто прозрачна. Мы видим, что она гравитационно влияет на то, как вращаются галактики, на то, как вообще формируются галактические структуры, на то, как формируется вообще вся наша Вселенная. Мы видим взаимодействие, что там очень много материи. Но вот эта материя, она прозрачная. Когда не было еще радиотелескопов, когда мы просто пользовались обычными телескопами, думали, что это просто какой-нибудь газ, например, который темный. Мы раньше видели только звезды, и ее поэтому темной назвали. По факту это прозрачная материя. То есть она существует, но мы не можем ни потрогать ее, ни доказать на уровне какого-то бытового ее присутствия. Может быть и можем. Огромное количество экспериментов в физике сейчас пытаются найти их, пользуясь гипотезой, что все-таки какое-то такое слабенькое взаимодействие с нашей материей там присутствует. Может быть, какое-то новое взаимодействие. Если она вообще никак, кроме гравитации, с нами не взаимодействует, то мы никогда ее не найдем. Вот именно в лаборатории, чтобы найти частицу, доказать, что да, вот есть такая частица, и она образует темную материю. Но все наши поиски, они базируются на гипотезе, что все-таки как-то взаимодействует. А к чему нас может продвинуть познание темной материи? Она позволит нам понимать про эволюцию, структуру Вселенной. Просто задумайся, что там, в космосе, где-то в округе, есть в 5 раз больше материи, чем ту, которую мы видим. Вот мы видим эти звезды, планеты, а там еще в 5 раз больше, и мы это просто не видим, оно невидимое. 5/6 материи во Вселенной, которую мы не видим. И это все называется темной материей. Там, возможно, не один тип частиц, там, возможно, несколько типов частиц. Но это вот те частицы, которые нам невидимы. Я так понимаю, что про темную материю разговоры были и до создания Большого адронного коллайдера. Конечно, очень давно. Но что с помощью Большого адронного коллайдера можно рассказать про это нового? Мы ищем на коллайдере, мы пытаемся создать частичку темной материи. Это все выстроено на надежде того, что все-таки какое-то слабенькое взаимодействие между нашим миром и темным миром, темной материи, оно есть. Что это не только гравитация, что есть, возможно, какое-то, не знаю, 5-е взаимодействие. Все что угодно, любое другое. И это какие-то новые типы частиц. И тогда они будут вести себя согласно нашему пониманию, как ведут себя частицы. И тогда, если мы будем сталкивать эти протоны, вот эта энергия, она в том числе сможет перейти в это взаимодействие очень-очень редко, но сможет. И тогда родятся 2 частицы
темное и антитемное. И тогда мы поймем, что да, есть вот это тоненькое взаимодействие, но там, конечно, большая проблема, что если мы создадим эти частицы, мы не сможем их детектировать, потому что они улетят, потому что они невидимые. Есть вот закон сохранения энергии и импульса. То есть вы сталкиваете, и вы понимаете, что все, что разлетелось, энергия должна быть такая же, как у всего того, что было в начале вот этих вот первых протонов. И импульс у них должен тоже сохраниться. Это называется поиск потерянной энергии. То есть мы смотрим все, что разлетелось, и исследуем, нет ли чего-то невидимого улетевшего. То есть, например, у тебя сюда что-то улетело, а сюда ничего не улетело. Ты понимаешь, что туда что-то улетело, просто невидимое. И вот ищутся вот такие штуки. Ничего не нашли. А насколько все это радиационно безопасно? Если когда работает не трогать, то безопасно. То есть разница между ядерным реактором и ускорителем, оба излучают радиацию. Но в реакторе это топливо. Если реактор выключить, то радиация сохраняется, потому что там просто есть вот эти изотопы, которые постоянно что-то излучают. А в ускорителе это ускоренные частицы. Они там, например, сталкиваются с стенками, излучаются, что-нибудь еще такое. Поэтому, да, там тоже излучается радиация. Но если ускоритель выключить, то радиация сразу исчезает. Никакого радиационного фона Нет. здесь в ЦЕРНе нету. И никакие жители окрестных городов Нет. не жалуются. Ну, они могут жаловаться на другой вопрос. Вот эта штука называется персональный дозиметр. Она выдается человеку, который идет в зону, в которой теоретически можно облучиться. Теоретически. Если человек идет там, где реально можно облучиться, ему дают тот, который пикающий, нормальный дозиметр. А этот мы называем посмертным дозиметром, потому что он вообще не пищит. Единственный способ посмотреть, какую дозу ты получил, это вставить его в такой аппарат, а он пишет, как меня зовут, потом он отправляет сначала данные в ЦЕРН на сервер, а потом только говорит, какая доза. Доза супер маленькая, я никогда не получал здесь ничего вообще существенного. Единственный раз, когда у меня было что-то отличное от нуля в этом дозиметре, когда забыл и взял его с собой в самолет. Тут достаточно все серьезно по сейфти. У каждого человека, кто спускается, есть свой дозиметр. Дозиметр прикладывается вот сюда, вот считывалка дозиметра. Отсюда еще берется ключ. И пока все ключи не будут на месте, коллайдер не запустится. Во всех точках спуска в коллайдер, пока все ключи не вернутся на место, коллайдер нельзя запустить. То есть дозиметр, ключ кладешь в карман, вот эта дверь открывается, дверь с той стороны закрывается, это тамбур. И вот здесь вот считывалка сетчатки. Сетчатка глаза. Да. Они проверяют, что дозиметр, который ты приложил, действительно твой дозиметр. Потому что один раз, мужик прошел внутрь по дозиметру жены, а вышел по своему. И потом они долгое время не могли запуститься, потому что они искали жену внизу. Ну, там несколько часов это заняло, чтобы понять, что вообще произошло. После этого ввели систему проверки идентичности. Проверяют, что ок, что ты, эти двери закрываются, те открываются, ты проходишь внутрь. Дальше, вот там комната под давлением. И там снизу комната у лифта, она тоже под давлением, и вся шахта лифта под давлением, чтобы газ туда не могли попасть. И чтобы это место всегда было безопасным. Здесь, например, в случае эвакуации, если в обычном здании тебе говорят «пользуйтесь лестницей», то здесь тебе обязательно говорят «пользуйтесь лифтом». Хотя лестница снизу вверх, вот эти 50 метров, она тоже под давлением, но проблема в том, что если ты будешь эвакуироваться лестницей, и за 50 метров с тобой что-нибудь, не осилишь ты лестницу в 50 метров, то кому-то придется тебя тащить потом. А лифт, он вообще структура полностью независимая от инфраструктуры ЦЕРНа. Если что случается с детектором, лифт это не касается. Потом, возвращаясь, вот эти две штуки, которые вокруг меня, вот это вот и вот это вот, это детектор радиации. Если вот что-то отсюда выйдет, и оно будет хоть немножко радиоактивно, то эти штуки сработают, и будет, соответственно, разбирательство, что нарушили, что произошло. А почему на каблуках нельзя? Потому что там пол, он сделан из такой сетки квадратиков маленькой. Ну, и типа, у тебя каблук просто провалится, и ты шлепнешься куда-нибудь. Я рассказал то, чтобы спуститься в подземный зал, где находится Алиса. Если ты хочешь пойти в туннель, именно в туннель коллайдера, где труба, во-первых, опускают только тех, кому там реально надо быть. Я там был один раз в своей жизни, и это было вот как раз в течение CERN Open Days, когда я был гидом и водил туда людей. В этот момент из него откачали жидкий гелий, потому что сам коллайдер, вот
магниты находятся при температуре минус 271 градус. То есть тогда был апгрейд на 3 года, и гели выкачали, что там магниты заменить и так далее. Тогда нас туда опустили. А обычно туда ходят только люди, которые там надо, которым реально надо туда. И они с собой носят кислородные маски. Чтобы, если что, если произойдет утечка гелия, чтобы ты быстро мог ее надеть и там пройти 2 километра до ближайшей шахты. Только если идешь в туннеле. В подземных залах не надо, потому что там огромное пространство, там это шахты еще. Там ее невозможно заполнить. Невозможно вытеснить оттуда кислород быстро. А вот в туннеле легко. Одна из причин, почему я сюда привел в эту комнату, потому что здесь хорошая схема ускорительного комплекса. Вот есть конкурс «Найди кота». Катя, найди женские имена на этой картинке. Сейчас найду. Алиса, Елена, Линак. Не, Линок не считается, это линейный ускоритель просто. Линок. Извините, Лейер. Это что, имя, что ли? Да, Каляр, есть такое имя. Ладно. Ну, все. А что еще больше? Изольда. Вот. И все, Вот. да? Ну, насчет лейера, конечно, это Low Energy Ion Ring, а Линак — это просто Linear Accelerator. Вот. Ну, хорошо, ладно. Не, наверное, потому что Алиса — это тоже a Large Ion Collider Experiment. Да? Я тебе так про все могу... Про все могу А говорить. Елена? А вот Елену я не помню. А, скорее всего, Лена — это как раз Low Energy. А антиметр, АЕ, вот первый, я только первый. Там, где я не думала, знаю. что вы романтически думаете про женщин, это просто аббревиатуры. Мы романтически думаем про женщин в аббревиатурах. Да нет, конечно. A Large Ion Collider Experiment. Хорошо. Какая Алиса, вы о чем? Ну, вообще, это очень классная схема того, насколько ЦЕРН сложный сам по себе, ускорительный комплекс ЦЕРНа. Потому что люди думают только про Большом адронном коллайдере. А он это вот этот, да? Он вот это вот, да, вот эта вот штука, это 27 километров. Но нельзя просто взять Большой адронный коллайдер, засыпать туда протончиков и сказать «ускоряйся». Кстати, понимаешь, как сделать протончики? Рецепт. Берете, короче, бутылку с водородом. Водород – это как? просто протон и электрон. Так. Атом водорода. Ну все, берете ее, значит, и ионизируете электрическими разрядами. И тем самым вы просто получаете облако протонов и облако электронов. Вуаля, вы получили протоны. Но если вы засунете протоны так просто в ускоритель, то проблема будет в том, что одни будут ускорены, а другие нет, и они будут сталкиваться, догонять и так далее себя. Поэтому вот эти циклические ускорители, как Большой адронный коллайдер, они работают уже с протонами, которые обладают скоростями, близкими к скорости света. Путь протона, он начинается вот отсюда, с линейного ускорителя. Сначала с этой вот банки с протонами, с водородом. Это все ионизируется, и начинается линейный ускоритель. Он как раз линейный, он такой длинный, 100 метров. Частица просто все это пролетает за один раз, никакого циклизма. И, соответственно, ускоряется до каких-то уже больших скоростей. А потом уже частица загоняется в первое кольцо, во второе кольцо, в третье кольцо. И Большой адронный коллайдер только четвертым кольцом является. То есть к четвертому кольцу она уже вообще не в себе. Она не в себе примерно уже со второго кольца, там уже близко к скорости света, все. Коллайдер, от слова коллайд, слово сталкивать. Значит, в коллайдере, если в обычном ускорителе у тебя только в одну сторону частицы летают, то в коллайдере летают в две противоположные стороны. То есть самая главная идея Большого адронного коллайдера – это когда, летя в разные стороны, навстречу друг другу, как электрички, они должны столкнуться в какой-то момент. Да. А как угадать, в какой части этой плоскости они столкнутся? Вот эти штуки параллельные, там никаких столкновений нет. Но в 4 точках на коллайдере, где расположены эти огромные детекторы, вот Atlas, LHCb, CMS, Alisa, там они пересекаются. А теперь вопрос, это очень хороший вопрос, как сделать так, чтобы они столкнулись только тогда, когда они уже разогнались. Протон супер маленький, прям супер маленький. Представь, у тебя есть два шарика для игры в пинг-понг, ты стоишь на одном конце футбольного поля, твой друг на другом, и вот вы их кидаете, надо, чтобы они столкнулись. Вот, например, такая вероятность, чтобы столкнуть два протона летящих. Никакая. Вот, поэтому там, конечно, их очень много. Если бы они были просто вот так размазаны по этой всей окружности, то они бы сталкивались просто на каждом обороте. Вот в этих точках пересечения. А они не разогнаны еще, нам надо сначала их разогнать. Дело в том, что вот этот весь пучок, он поделен на батчи, то есть вот на такие плотные куски, где их больше. Плотный кусочек, ничего нет, плотный кусочек, ничего нет, то есть протоны. А это все еще объединено в поезда. То есть вот там поезд проехал один, поезд проехал другой.
в этих точках, так, чтобы они не пересекались. И только там все так очень сильно синхронизировано, что они начинают пересекаться только в тот момент, когда они уже ускорены. И этим самым как раз достигается, что столкновение происходит только с нужной нам энергией. Кроме протонов мы еще сталкиваем ядра свинца. Как раз вот Алиса, она про столкновение ядер свинца. Там просто берется вот такая вот болваночка маленькая и нагревается. У тебя происходит испарение, получается такой газ из свинца. Его тоже ионизируют с помощью разрядов, потому что вообще-то на атоме свинца 82 электрона, их там просто не отодрать. Они чуть-чуть ионизируются, а потом их электрическим полем направляют через специальные такие, хочется сказать, foils, не фольга, ну, короче, пленочки. Да, пленочки. Вот. И эти пленочки как раз сделаны для того, чтобы обдирать оставшиеся электроны. И вот то же самое, потом линейный ускоритель, вот, одно кольцо и второе кольцо. Первые кольца разные для протонов и для свинца. Вот как раз. Пучок протонов бьется в мишень из рожденных частиц, которые там. Рожденных частиц очень много, но часть антипротонов очень маленькая. И вот, значит, это все загоняется антипротон декселератор, антипротонный замедлитель, в один, 182 метра, а потом вот в Елену, который еще поменьше, специально, чтобы их там прям затормозить. Это огромная бочка, наполненная газом. У вас прилетает частица, вот так вот через газ, она ионизирует этот газ. То есть у вас по дороге образуется ионизируемое, облако электронов. По дороге она обдирает атомы этого газа, и у вас получаются отдельные ионы, отдельные электроны. И вот образуется такое облако. И это облако, здесь внутри этой бочки делается электрическое поле, вот так направленное, вот в такой плоскости. И вот это облако, которое у нас вот образовалось, оно дрейфует сюда, в этом электрическом поле. И вот здесь расположены считывающие проволочки, как вот здесь вот. Угу. Вот сюда оно прилетает, кусочек этого облака, здесь это вот такая сеточка из супер тоненьких проволочек. Проволочки получается ток, и мы получаем сигнал, да, вот сюда прилетело. Соответственно, оно какое-нибудь вот такое, оно вот так вот летит. Тысяч сначала здесь, потом тысяч. И мы получаем траекторию этого облачка. А плюс потому, что время разное, вот здесь вот и вот здесь вот. Мы еще потом восстанавливаем это все в 3D. Все такая система, которая с помощью большого газового объема позволяет тоже нам восстанавливать траектории частиц. Но я так посмотрела по сторонам, и демографический состав здесь не то чтобы однородный, то есть мужчин сильно больше, чем женщин. Да. Ну, это физика. Ну, ты еще посмотри на состав Нобелевских лауреатов по физике. Это тут нечем гордиться вам. Нет, нечем гордиться. Я просто имею в виду, что пока это так. Темную материю открыла Вера Рубин, чья семья, кстати, они были выходцами из Вильнюса и из Бессарабии. И, насколько я знаю, она говорила слегка по-русски. Вера Рубин умерла в возрасте 88 лет, так и не дождавшись Нобелевской премии, вопреки всем прогнозам. А готовясь к нашей встрече, я почитала, что больше 80% сотрудников и людей, которые работают в ЦЕРНе на Большом адронном коллайдере, это мужчины. А женскими именами там только называют эксперименты. А как так получилось? Сексизм в науке есть. Как это вообще выглядит на практике, сексизм в науке? То есть вот ты приходишь, например, я слушала твою лекцию о том, как пробраться в ЦЕРН и как стать частью какого-то эксперимента, но там ничего не сказано, как это сделать, если ты женщина. Да нет, это, конечно, не такой сексизм, и его становится все меньше и меньше. Я, в общем-то, это вижу даже сейчас. За свои 10 лет науки я вижу, что есть движение в эту сторону. Когда я был студентом, это такое, знаешь, снисходительное отношение на экзаменах, например, к девушкам. Когда они сдают, им могут завысить оценку просто потому, что она девушка, или, например, занизить оценку просто потому, что она девушка. Какой-то профессор может не взять ее к себе просто потому, что это девушка. У меня, например, одногруппница – это первая сотрудница моей кафедры. Сотрудница. До этого были все мужики. ЦЕРН, он, конечно, учит людей, в том числе и равенству полов, вот этого всего, там очень много всего продвигается, того, чтобы у женщин были равные возможности. Ну, а ты сталкивался с тем, что у женщин, условно, по-другому мозги устроены? У нас у каждого мозги по-другому устроены. Ну, как ты себе объясняешь, почему там мало девочек училось на физтехе, мало работает в разных экспериментах? Потому что это исконно
мужская профессия. Наука – это такое элитарное занятие, и, конечно, женщины просто были отстранены от нее. То есть оно выравнивается. Если посмотреть на тренды, они становятся лучше. Это медленный процесс. То есть до того, чтобы это было 50 на 50, там еще очень далеко. Но если сравнивать с тем, что было, предположим, 30 лет назад, достаточно большой путь пройден. Ты из города Пучеж, Да. Нижегородской области. Ивановской, но ближе к Нижнему. Ближе к Нижнему, но Ивановская Да. область. Родители там живут? Да. Это небольшой тупиковый город Ивановской области. Тупиковый? Ну, значит, там нет каких-то магистралей или железной дороги, там ничего, в общем-то, ничего нет. Там Волга, Горьковское водохранилище, то есть там Волга, самое узкое место 3 километра. То есть там прям очень широкая, да, такая Волга. Город был разрушен при строительстве ГЭС, и поэтому город относительно новый, он построен в 50-х. То есть там, например, нет исторической этой части. Ну, как бы грустненький. Там все закрывается, количество людей там сильно сокращается, пенсионеры, отсутствие молодежи, количество школ все меньше и меньше с каждым годом. Я знаю, что люди, которые родились и выросли на Волге, для них это такое большое и серьезное переживание, что они потом ни одну речку не воспринимают всерьез. Я море не воспринимаю всерьез, потому что я такой, ну да, вот я жил почти у такого. Только у меня там вода пресная была, что приятней. Пресная, ты Да. говоришь? Это, видимо, ваш какой-то... Да, у меня есть там несколько словечков, которые я что там использую. еще есть? Колобушка. Что такое? Ну, это от слова «колоб». Это такая маленькая булочка печенья. Я раньше очень сильно говорил «лягушка». Сейчас я уже так не говорю. Еще есть слово «черепня». Обычно черепней называют миску, из которой едят животные. То есть, например, собак. Твои родители имеют какое-то отношение к физике? Нет. Даже к высшему образованию имеет очень далекое отношение. Я думаю, что родители просто меня так пытались дать мне лучшую жизнь, чем была у них. Ну и в какой-то момент было принято решение, что мне надо поехать в большой город. В 8 классе. Я поступил в академическую гимназию при СПбГУ и попал в окружение людей, которым нравится то, что мне нравится. Они играют в игры, которые я играю, книжки читают, которые я читаю. Ну и, конечно, это был такой глоток свежего воздуха в этом. Ну и, соответственно, я тоже попал в такую физико-математическую среду, где очень много того, что мне нравилось в тот момент. Жизнь в Петербурге, вот в этой физико-математической гимназии и в этой новой среде, какой она была? Это был такой бесконечный детский лагерь. Мы учились часов до 6, потом как-то сидели, занимались уроками, что-то играли, какие-то секции. Я жил в том же самом доме, где мы учились и где у нас была столовая. Ты с утра что-то на себя надеваешь, тапочки, и идешь кушать на первый этаж с 4-го. Я всю четверть, получается, жил там и там на каникулы приезжал к родителям. Я решил, что я хочу быть физиком, еще будучи в Пучеже, то есть в своем маленьком городке. Это вообще связано с теми книгами, которые читал, и я как-то за этим шел. У меня, конечно, был выбор. Я помню, когда я приехал в Петербург и задавал вступительные экзамены в гимназию, у меня был выбор пойти на химбио или на физмат. И я выбрал физмат, потому что это как-то ближе и к космосу, и потому что мне нравилась и физика, и математика. Мне нравилась биология, но мне не нравилась химия. Стоп, какие книги читает ребенок, должен читать? Я не люблю слово «должен», но какие книги должны встретиться в детстве ребенка, чтобы он захотел стать физиком? Фантастика. Я читал просто все, что попадалось, фантастика, фэнтези. В принципе, абсолютное большинство тех, кто я знаю, кто в математике, физике, они читали именно такую литературу в детстве. Хайнлайн, мне нравился Азимов, Лукьяненко. Тогда был такой еще писатель Головачев. Но опять же, я из маленького городка, там очень мало чего было. Все, что было, Стругацких читал, конечно же. Читаешь там про какие-то звездные перелеты, про какие-то станции на Марсе, whatever. Где-нибудь еще, там, соседняя галактика, летаете, вы, значит, там телепортируетесь. А потом, чем старше ты становишься, тем это все дальше от тебя. Ты понимаешь, что у нас там МКС кое-как летает, и все. И я просто подумал, в какой-то момент хватит это терпеть, надо пойти в физику и что-то сделать с этим. Я до сих пор об этом мечтаю, мне бы очень хотелось это осуществить, но ты просто понимаешь, что это невозможно. Насколько уровень физического образования в школе и в вузе в России сопоставим с тем, что происходит за границей? У нас куда больше насилия в образовании.
Вот, такого прям вдавливания ногой в тебя, этих знаний, вот этого всего. С одной стороны, ты получаешь очень большую базу по сравнению с европейскими вузами. Ты понимаешь, что выпускник наших вузов, какого-нибудь физтеха, в том числе СПбГУ, каких-то кафедр, он по знаниям часто выше, чем выпускник европейских вузов. Но людей там ломает. Я бы сказал, что это часто выбивает интерес от науки. То, что сейчас идет такая огромная центробежная, да, энергия между Россией и остальным миром по всем процессам, касается в том числе и науки. Значит ли это, что российская физика будет развиваться в изоляции, и все, что останется в России из коллайдеров, это то, что в Дубне, а ОЯИ будут заниматься какими-то очень изолированными исследованиями, которые не будут никак не связаны? Наука невозможна в изоляции. Современная наука невозможна в изоляции. Ну, какая наука в Северной Корее? Вот. Ну, не знаю, может, она там есть. Вот, но современная наука невозможна, потому что это в изоляции, это постоянный обмен знаниями, это постоянно какие-то огромные горизонтальные коллаборации. Если ты из него выпадаешь, ты выпадаешь совсем. Выпадет ли российская сейчас наука совсем? Частично. Совсем нет, связи-то остались. Как бы постоянно идет обмен какими-то письмами. Физики это замотивированы и все более подготовлены на то, чтобы наладить эти связи обратно. Но как будто... Да, то, что сейчас происходит, очень сильно затормозит развитие российской науки. Очень сильно бьет по кадрам, потому что молодежь уезжает. И так проблема, что у нас 40-летних в науке почти нет, 45 лет. У них аспирантура была на 90-е. Этого поколения нет в науке. Есть, вот, по крайней мере, смотреть на российские конференции, вот есть молодежь, 20, там, 30, и есть уже 70. Угу. Вот, средние какие-то нет. Но если у нас сейчас уедет 20-30, то 70 помрут, и у нас ничего не останется. Я не вижу, чтобы про это кто-то говорил, но вообще это серьезный удар потенциальный по науке вот в этом. В 2022 году тебя выгнали из наблюдателей за якобы оскорбление членов избирательной комиссии. Нет, меня не выгнали из наблюдателей. Я наблюдал, я потом написал про это всю статью, и в первой ее версии назвал членов избирательной комиссии, которые как бы контролируют выборы на Васильевском острове, я назвал жуликами и написал, что, по моему мнению, у меня там была 400% фальсификация. То есть это были низовые выборы в муниципальные советы, и явка была никакой, там типа 2%. Пришло 100 человек, и они вкинули еще 400 бюллетеней почти. Я про это написал, показал фотографии и написал фамилии людей, которые контролировали это. То есть они прям приходили и говорили, как к членам УИКа действовать на наши жалобы и что им делать. И я вот эти вот все имена Это называется назвал. ТИК, я проверила. Вот, территориальная избирательная комиссия, все верно. И эти члены ТИКа, они подали на меня в суд. И просили 1,5 миллиона компенсации. За то, что я назвал их жуликами. И испортил их профессиональную репутацию. Так. Ну и дальше я был суд. же тоже хитрый. У меня регистрации в Питере нет. Регистрация в моем маленьком городке на 8 тысяч людей в Ивановской области. И суд был перенесен туда, потому что такие иски рассматриваются по месту жительства ответчика. Но они просто не явились на 3 заседаниях, и суд отказал им. Исковая давность пройдет в ближайший месяц. И тогда можно будет вообще выдохнуть по этому поводу. Идея в том, что интернет помнит все. И идея была в том, чтобы, когда их кто-то будет гуглить в будущем, они находили мою статью в том числе. Я написал статью, всем было пофиг. Потому что это муниципальные выборы на Васильевском острове, какая разница. А вот когда они на меня подали иск на 1,5 миллиона, сразу там Бумага написала, Ротонда написала, не помню кто еще, Фонтанка, и это разошлось. Эффект Барбары Стрейзен. Мы встречаемся у памятника академику Сахарову. Какое для тебя лично человек имеет значение как правозащитник, и какое для физики он имеет значение как ученый? Сложно сказать. Он такой очень неоднозначная фигура. По крайней мере, под той среде, в которой я вырос, он таким квиром считается. А, да? Ну, конечно, потому что человек странный ушел из науки, ушел в какую-то ерунду, в грязное дело, в политику. Все же реально сторонятся от этого, ну, в России особенно, чем-то таким заниматься. Вот то, что было популярно обсуждать в науке про конец света где-то в 60-х, в 50-х, сейчас как-то не обсуждается. Я не вижу, чтобы это обсуждали люди, как-то вообще интересовались вот такими бомбами, вот этим всем. Я бы не сказал, что его как-то обсуждают. Вообще.
Ну, как будто не в информационной повестке. Очень многие ученые придерживаются точки зрения, что наука вне политики. Да. Как и очень многие спортсмены придерживаются точки Да. зрения, что спорт вне политики. И даже, значит, деятели культуры об этом иногда нет-нет, да и поговаривают. Но вот ты изобрел иприт, а вот им травят в газовых камерах. Вот ты постиг какие-то суперзаконы квантовой механики, но вот уже есть ядерная бомба. Да. Может ли наука действительно оставаться вне политики, и кто за этим следит? Это миф. Наука не вне политики. Все-таки, банально, ученым надо на что-то жить. Политики решают, где давать гранты, где не давать гранты, в какое направление ученые могут двигаться, в какое направление ученые не могут двигаться. Мы живем в социуме, это неразделимо. Это удобный миф. Когда ты в это веришь, ты можешь спокойно погрузиться и не думать ни о чем. Ты так забираешься в свою башню и делаешь науку. Это такая очень удобная конструкция. Как так получается, что все передовые физики своего времени, будь то Оппенгеймер или Сахаров, в какой-то момент все равно становятся диссидентами и начинают бороться с тем, что сами же изобрели? Я думаю, это было чувство ответственности за то, что они изобрели. То есть вот ты что-то сделал, как из какого-то научного интереса, может быть, долго перед стороной, а потом ты осознаешь, насколько это разрушительная сила, насколько это может причинить, убить людей, и ты начинаешь чувствовать личную ответственность за то, что происходит, за то, что это может быть применимо, и ты никак не можешь на это повлиять. Где эта грань, когда твои открытия применяются на практике в опасную для человечества сторону? Я занимаюсь фундаментальной наукой, у которой нуль применимости к чему-либо. Я поэтому не чувствую эту штуку, когда вы работаете на каком-то проекте, который имеет потенциально опасное применение. Но мне кажется, это все как молоток. Типа можно убить, а можно гвоздь забить. И ответственность за то, что Раскольников убил старушку, несет не на том, кто изобрел топор. Если человек реально изобретает гиперзвуковое оружие, то, конечно, он ответственен. А если он просто исследует гиперзвук как физический феномен, то как будто нет. Как будто мы просто движемся вперед, у нас появляются более мощные топоры. Но в России важными диссидентами всегда были физики, люди, живущие в закрытых городах. Да, это другая история. Я думаю, я вот именно касательно Сахарова и Оппенгеймера имел в виду. Почему на них это такое влияние произвело в том числе? А я думаю, что дело в такой свободе мысли, что чтобы заниматься наукой, должна быть свобода мыслей. У физиков уже в 20 веке были очень развиты международные горизонтальные связи. И плюс, чтобы работал коллектив эффективно, он должен быть таким свободным, демократичным, горизонтальным. Плюс критическое мышление, плюс осмысление каких-то вещей. Понятно, что там тоже огромное количество людей было, физиков, которые такие, наука вне политики. Но были люди, которые этим интересовались, обсуждали, опять же, таким горизонтальным способом, как они обсуждают науку, и критически осмысляли то, что происходит вокруг. Что такое антиматерия? Идея в том, что у каждой частицы материи есть партнер, который называется антиматерия. То есть, например, у протона есть антипротон, у электрона есть антиэлектрон. И они одинаковые, за исключением того, что у них разные заряды. Масса у них полностью одинаковая. Вот протон и антипротон отличаются тем, что протон плюс единичка заряд, а у антипротона минус единичка. У электрона минус 1, у позитрона плюс 1. Больше ничем не отличаются, но если они встречаются друг с другом, то они аннигилируют, то есть превращаются в фотоны, в свет. Вся их масса ровно по ЕМЦ квадрату переходит в энергию, в излучение, в световое излучение. То есть вот есть электрон с позитроном встречаются, они уничтожаются. Но если протон встречается с антиэлектроном, они не уничтожатся. То есть вот именно определенный тип. Интересно с ними еще, что всегда, когда мы на коллайдере сталкиваем частицы и рождаются новые частицы, всегда рождается одинаковое количество материи и антиматерии. Если вы рождаете электрон, вы рождаете позитрон. Что важного сделал для физики Андрей Дмитриевич Сахаров? Например, он был одним из основоположников токамаков. Токамаки – это устройство по контролируемому ядерному синтезу, как раз ИТЕР создается во Франции. А еще, например, он как раз занимался проблемой антиматерии. И он предложил как раз то, что для этого должны быть некие условия. Например,
нарушение симметрий, таких фундаментальных симметрий в физике. Например, есть у вас самое знаменитое – это ЦПТ. Симметрия означает, что если вы сделаете что-то согласно этой симметрии, то ничего не поменяется. У вас есть какой-то процесс элементарных частиц взаимодействия. Давайте, во-первых, все частицы заменим на античастицы. Во-вторых, это C, charge. Отразим все частицы в зеркале. Это parity. И потом еще повернем время назад. Это time, CPT. Вот, это фундаментальный закон физики, и она всегда сохраняется. Например, у вас было две частицы, они столкнулись, и родилось две других. Вот, если мы вот это все выполним, поменяем заряды, отразим в зеркале, направим стрелку времени в обратном направлении, то произойдет то же самое. А он сказал, что чтобы вот была эта антисимметрия между материей и антиматерией, должна быть нарушена ЦП-симметрия. ЦП-симметрия – это вот то же самое, только время не надо менять. И мы действительно это наблюдаем, что ЦП-симметрия нарушена, да. То есть, что материя и антиматерия ведут себя немножко по-разному. Мы это видим на коллайдере. А как по-разному? Ну, есть такие тяжелые частицы, которые внутри содержат бьюти-кварк. Это 4-й по размеру кварк. Вот эти частицы, распадаясь на другие, когда эта частица, она распадается одним образом, когда эта античастица, она распадается другим образом. И это как раз нарушение ЦП-симметрии. То есть мы действительно видим некую небольшую разницу между материей и антиматерией, но она настолько мизерная, что она, конечно, не может объяснить нашу Вселенную. Когда ты говоришь «мы видим на коллайдере», возникает некоторое ощущение, ну прости, как олимпийские боги сидят вокруг тарелочки и смотрят вниз. И там что-то Я не говорил что-то видят. По-другому. Можно ли с помощью антиматерии заниматься аннигиляцией там, чего-нибудь, что физически мешает? Ну, допустим, нужно тебе снести дом. Угу. Тебе, как вот мы сегодня стояли возле памятника Сахарову, у тебя нет столько экскаваторов, и вообще тебе жаль тратить человека часы. Ты взял и снес полгорода. Ну да, если бы у тебя было много антиматерии. Знаешь, сколько антиматерии произведено человечеством? Сколько? Ну вот, если ты возьмешь всю эту антиматерию и аннигилируешь, кружка кофе нагреется на 1 градус. Ну, это просто о наших возможностях в производстве антиматерии. А знаешь, сколько надо денег, чтобы произвести 1 грамм антиматерии? Это мировое ВВП на 100 лет. Вопрос, где вся антиматерия? То есть, почему у нас Вселенная стоит из материи, а из антиматерии ничего не состоит? Потому что по тем законам, которые известны нам, мы законы до первой микросекунды после Большого взрыва исследовали экспериментально. И вот согласно этим законам, когда мы создаем частицы, например, когда берем 2 протона, сталкиваем на коллайдере, у нас рождается там сотни частиц, разлетающие в разные стороны, это как раз мы создаем... Как это выглядит? Это красиво? Да. Ну, мы, конечно, не видно это глазом, это просто радиация, она невидимая. Но если посмотреть на то, как они разлетелись, то это, конечно, красиво. Если мы на это смотрим, если мы воспроизводим условия создания материи из энергии, то мы всегда рождаем одинаковое количество частиц материи и антиматерии. То есть, если мы рождаем электрон, мы обязаны родить позитрон. То есть выходит, что когда после Большого взрыва создалась материя, эта антиматерия делась неизвестно куда. Дело-то в том, что там почему-то родилось чуть больше материи, чем антиматерия. Остальная аннигилировала. Вот, то есть там примерно, ну вот если родилось 10 миллиардов частиц антиматерии, то родилось почему-то 10 миллиардов и 1 частица материи. Видимо, до первой микросекунды произошло что-то такое, что нарушило вот эту симметрию между материей и антиматерией, которая позволила родиться вот этой вот одной лишней на каждые 10 миллиардов частиц. И вот эта одна лишняя – это мы, потому что все остальное аннигилировало между собой, и породился просто свет, которым сейчас наполнена Вселенная. Вот это загадка. Ну, конечно, антиматерия известна человечеству давно, она даже в технике применяется. Например, ПЭТ-сканеры, позитронно-эмиссионная томография, она как раз на позитронах. Позитроны – это антиматерия. Или, например, есть такие вещи, называется позитрониум, когда у вас пара электрона и позитрона, и с помощью этого занимаются исследованием пор в материалах. То есть антиматерия уже применяется даже в быту. Вот мы сейчас на смотровой площадке к единственному ускорителю в ЦЕРНе, работающему, который можно посмотреть. Вот это вот Low Energy Ion Ring, LAIR, как мы сегодня выяснили, женское имя. Да. Он используется для ускорения
ядер свинца для того, чтобы накапливать здесь ядра. Самое первое кольцо после Ну вот линейного технически сейчас это ускорителя. происходит. А какие-то люди за этим наблюдают? Да, А они где сидят в комнате управления. И какую-то... Потому что здесь ничего не видно. Мы наблюдаем, мы сейчас с тобой, как квантовые наблюдатели, мы наблюдаем с тобой за ним, значит, он существует. Это первое кольцо на пути к ускорению к Большому адронному коллайдеру. Вот эта штука, она не просто ускоряет. То есть вот у тебя есть линейный ускоритель, который постоянно производит эти частицы, и здесь он накапливается. Как раз помнишь, я говорил, что надо большую плотность частиц создать, и это в том числе и накопительное кольцо. Вот проблема с частицами, с этими протонами, что они положительно заряженные все, они отталкиваются. И поэтому вот этот пучок, который частиц вы создаете, он постоянно пушится. И вам нужна система, чтобы они еще плотно сидели рядом друг друга. И вот здесь есть классная штука. Вот видишь, там два рога таких. Да-да-да. Эта вещь, придуманная в Новосибирске. Электронный кулинг, охлаждение электронами. Идея такая. Вы берете и в параллели к пучку протонов в то же самое вот место, где они летят, впрыскиваете электроны. Они значительно меньше весят, поэтому вы просто туда их как бы вгоняете слабеньким магнитом, потом вынимаете с слабеньким магнитом. И электроны, мы их очень хорошо умеем фокусировать. Они ничего не весят, их легко сжимать магнитными полями. И вот мы сфокусированный пучок вгоняем в тот же самый канал, где летят протоны, и эти электроны начинают притягивать протоны к себе. И этим самым мы фокусируем протоны. То есть мы делаем вот этот пучок более плотный за счет того, что мы впрыскиваем туда электроны. Фигня, да, придумана в Новосибирске, Нобелевку не дали. За похожую технологию в Штатах Нобелевку дали. Вторая технология, видишь, там кабель такой по центру идет соединен в две части. Да. Идея такая, идея, чтобы собирать пучок вместе. Вы просто в одном месте смотрите, вот когда у вас прилетает с одной стороны этого кабеля частицы, и увидите, что они немножко типа отклонились из одной траектории, вы понимаете, насколько, и вы передаете эту информацию на другую сторону, и на другой стороне магнит толкает в обратную сторону. Частицы летят по окружности, и им время дольше занимает лететь по окружности, чем этому кабелю по центру передать сигнал. Короче, обманная технология. Угу. Скажи, а где во всем этом элемент секретности? Потому что вот, с точки зрения охраны объекта здесь все выглядит гораздо менее охраняемо, чем, не знаю, в любой российской школе. Я не говорю даже про ОЯ. Слушай, здесь вообще нет элемента секретности, честно говоря. Документация всегда доступна в интернете. Вот хочешь документацию про Большой адронный коллайдер, ты просто берешь вот там несколько таких томов, и она в открытом доступе. Вот, у тебя есть до каждого болтика на Большом адронном коллайдере информация открыта, как это работает. Вот такая открытость, она была одной из идей ЦЕРНа с самого начала. Потому что это была вот именно идея Science for Peace, то есть наука ради мира, для мира. Поэтому здесь занимаются только той наукой, которая не имеет никакого военного применения. И поэтому зачем скрывать? Когда придумали интернет, как поняли потенциал, его просто открыли для всех. Вот здесь сидел Тим Бернс-Ли и в 1989 году предложил всемирную сеть интернета просто для того, чтобы физики с разных стран могли обмениваться идеями, как-то хранить свои документации в одном месте, к ним был какой-то открытый доступ и так далее. Это все развивалось, и в 1994 году они поняли потенциал и открыли эту технологию для всего человечества. Я не верю в большую роль личности в таких открытиях. Я думаю, что если бы это придумали не в ЦЕРНе, это, скорее всего, придумал бы кто-то другой в 90-е. Но если бы это сделала какая-то корпорация, то мы бы, конечно, жили в совершенно другом мире. А мы бы платили за это? Конечно. А еще бы у тебя как Apple, вот у тебя есть подписка Apple, есть подписка Яндекс, ты платила подписку за Яндекс интернет, ты платил бы подписку за Apple интернет. Знаешь, может быть, тогда бы мы меньше пользовались интернетом, и мир бы был бы поспокойней. И больше бы занимались чем-нибудь более традиционным. Да. Убивали соседей. Нет, у тебя канал называется «Секс, коллайдер, рок-н-ролл». Да. Так вот, помимо коллайдера есть еще много чем, как минимум 2 у тебя варианта, чем заняться. А куда можно позвонить по этому телефону? Если он работает, то по всему ЦЕРНу. Обалдеть. Вот. Какой-то Они недавно из прошлого. их отключают, и теперь они сделали свое приложение а-ля Skype, и теперь, соответственно, с ноутбуков звонишь на эти телефоны просто. Ну вот. Там есть свои церновские сотовые телефоны с своими номерами. Обратите внимание, это false floor. Просто эти вот блочки, по которым мы идем, они тоже все поднимаются легко. И там всякая высоковольтная проводка лежит. Мы идем в Линок? Да, мы идем в Линок. Если у меня доступ есть. Сегодня что последний день, тебя могли его уже и лишить. Вау. Работает? Линейный ускоритель номер 2. Тот, который ускорял протоны.
Помнишь, я тебе говорил про банку с водородом? Да. Вот эта банка с водородом. Да. Вот это вот все. Вот это вот так вот выглядит источник протонов. Берется вот такой баллон с водородом, и, соответственно, вот подается вот в эту штуку, а здесь он ионизируется. Вообще вот весь процесс ионизации, он внутри вот этой штуки, здесь как раз написано высокое напряжение, потому что там действительно высокое напряжение, там происходит ионизация. Но вот это этих все протонов. уже не работает, это музейный экспонат. Да, это музейный экспонат. А это бывшая комната управления. Можно сделать вид, что я Я не знаю, может, здесь кто-то и сидит, судя по бумажкам, вот тут вот что-то явно не старое. Я тебя умоляю, это бумажка 1984 года. Кто здесь сидит? Специально для тебя. Нет, ну он 23-й год. Вот. Так что, ну, здесь как бы люди, может, что-то и делают за этими компами, за каким... Я очень сомневаюсь. Я тоже сомневаюсь. Но это действительно давно не функционирующая по назначению комната. Видимо, думают с ней, что сделать, но пока что можно водить людей. А ты вообще водишь у нас вот знакомых каких-нибудь Да. людей, частные я гайд. экскурсии? Я и под землю могу водить. ЦЕРН – это самое посещаемое место в Женеве. В 2019 году был ЦЕРН Open Days, когда ЦЕРН открывает свои двери, пускает на всякие ускорители и говорит всем «приезжайте, приезжайте». Вот там за 2 дня посетило 80 тысяч человек. Тут пиздец был. Ты бесплатно это делаешь? Все визиты в ЦЕРН бесплатные. Это не коммерческая организация, здесь запрещено брать плату за визиты. Ну и последний миф, который мне лично очень нравится, поскольку все-таки здесь так или иначе создаются этих миллион черных дыр, и вы с ними экспериментируете, а в черной дыре... Что, миллион черных дыр? Ну, маленький. Мы даже одной не поймали. Это Да. гипотеза. Хорошо. Самый последний миф, который мне очень нравится. Да. Если вам все-таки удастся создать черную дыру, Да. то внутри черной дыры, как мы предполагаем, пространство и время... Мы не знаем. Мы не знаем, но, может быть, меняются местами. Ой. И пространство бесконечное, а время изменяется. И тогда возможно, что Большой адронный коллайдер может быть использован как машина времени. Я никогда не знаю, как сделать этот переход. Вот как вот люди переходят от черных дыр к машинам времени. Во-первых, Ну, подожди, ты еще там Шварцшильд говорил о том, что черная дыра может быть способом путешествия во времени. нет, это способом заглянуть в прошлое. Да, А но это разве не не путешествие во времени? ну, для меня путешествие во времени, это когда еще ты можешь сама переместиться в будущее. Ты, понимаешь, Ты это куда как хочешь, в заглянуть. прошлое или в будущее? В будущее, конечно. Окей. Для меня путешествие во времени, когда ты берешь себя и переносишь. А черная дыра позволяет тебе, то есть в чем фишка, как заглянуть в прошлое. Тоже черная дыра, видимо, хранит в себе все фотоны, которые в нее прилетели за время ее существования. Вот. Во-первых, если ты создала черную дыру, она хранит только фотоны с момента ее создания. То есть ты не можешь там никуда, даже если ты туда внутрь засунешь что-нибудь, если ты внутрь даже попадешь, ты сможешь заглянуть только на время, за время ее существования. Во-вторых, на коллайдере мы вообще говорим про квантовые объекты. Квантовая гравитация – это вещь супер теоретическая. Ну, мы ничего про нее особо не знаем. То есть если вот говорить про черные дыры, о которых говорил Шварцшильд, про космические черные дыры, действительно, если вдруг ты попадешь в черную дыру, и тебя не разорвет на кусочки, пока ты туда попадаешь, ты действительно, скорее всего, сможешь увидеть всю историю существования этой черной дыры за раз. То есть прям все, что случилось с ней в прошлом, там до начала создания Вселенной, вот это все. Вот. Но квантовые объекты, это вообще не... Я боюсь, что нет. Какой из мифов я не перечислила, но он нравится тебе? Не, ну здесь мы про Шиву ничего не проговорили. Давай. Шива, на всех обожают ее везде, когда говорят про какие-нибудь порталы, жертвоприношения и так далее. Она вообще просто подарена ЦЕРНу в честь 50-летия сотрудничества с Индией. Потому что это что-то там про сотворение миров, про вот это все. И вот как будто мы тут, изучая самые маленькие частицы, мы как раз пытаемся понять, как мир создался. Такая какая-то сложная связь. А история заключается в том, что здесь была группа летних студентов, которые приезжали сюда на лето, которые сделали инсценировку здесь жертвоприношения. Они надели балахоны. У них, конечно, у всех были какие-то белые, тогда это год какой-то 16-й, все были вот этих в белых сникерсах, в балахонах. За мной находится здание отеля. Там, значит, один из них снимал это все так, как будто из шторки в отеле. И здесь они, значит, там какая-то девушка в белом наряде пришла сюда, и они там как будто нож заносят над ней. И в этот момент человек как будто там в отеле и убегает. Их там было человек 10, и выложили на YouTube. Знаешь, это там дебилы, блядь.
Это вот после вот этих всех роликов о том, что мы здесь портал открываем и так далее. В общем, тут было реально очень серьезное разбирательство по этому поводу. Потому что, конечно, ЦЕРН просто заполонили после этого сообщениями, что вот вы тут, что вы тут вообще творите. Летние студенты, я так понимаю, что это как саранча, это какая-то серьезная помеха научной работе. Да. Здесь летняя школа, летом проходит их человек 200, и они просто заселяют все местные отели, и физикам негде жить. Под кампусом ЦЕРНа там огромная сеть технических туннелей. Они используются для электричества, водоснабжения, всего-всего-всего. И в том числе студенты очень любят спускаться и, соответственно, проводить там время, не знаю, путешествовать по ним. И вот мы сейчас тоже спустимся. Чем-то напоминает телецентр Останкино. О боже! Что это? Это алтарь летних студентов в ЦЕРНе. Тут они приносят всякую ерунду и оставляют. Вот, и пишут что-нибудь. Россия будет свободной, а мы уже... Какие-то фоточки. Боже, вот дурдом. А ведь серьезные люди, ученые. Кто сказал, что ученые серьезные люди? Хоть один серьезный человек стал бы ученым, ну. Я как-то, когда еще тоже был этим летним студентом, соответственно, 11 лет назад, тоже ходили по этим туннелям, и я случайно залез в туннель второго помещения ускорителя. Просто потому, что там тоже вот такой туннель, а сверху такая большая дыра, и типа там видно, что там еще один туннель сверху. А я в тот момент скалолазанием занимался, и тут все так хорошо по стене было, что можно цепляться, и я залез и оказался в туннеле ускорителя. Но он был выключен, поэтому нормально, я все еще жив. Выглядит как гигантская стройка. Это самый большой экспериментальный наземный зал, он прям вот несколько сотен метров вот, от одной стены до другой. А стройка он выглядит потому, что здесь постоянно все перестраивается, вот эти вот огромное количество бетонных блоков, которые со всех сторон, несколько кранов, которых постоянно двигают, строят какие-то комнатки, где-то ставят радиационную защиту, где-то убирают радиационную защиту. Вот за нами сейчас стоит стена бетонная, она поставлена вот буквально неделю назад, ее там не было. Вот эту штуку тоже поставили здесь, которая около нас буквально месяц назад. Здесь вот такое очень-очень гибкое. Даже вот эти вот офисы, которые вокруг желтые, они тоже просто берутся краном и убираются. Вот помнишь, мы смотрели схему, второе кольцо SPS, суперпротонный синхротрон, и от него были такие лучи. Сначала один поток, потом он так расщеплялся. Да-да-да. Вот мы сейчас в том месте, где вот эти расщепленные лучи. Вот посмотри в эту сторону, там видно, что здесь есть 4, мы их называем бимлайнами, то есть 4 трубы с частицами. Одна вот там вот справа от тебя, она покрыта вся бетоном. Потом вот здесь вот она заканчивается внутри Голиафа. Видишь, трубка заканчивается. А потом, вот видишь, там еще закрытые тоже бетоном вся. И вот это вот 4 потока частиц, которые заходят в этот огромный зал. Здесь тестируются детекторы, которые ставятся на большой дронный коллайдер. То есть прежде чем поставить какую-то приблуду на коллайдер, вообще надо проверить, работает она или нет. А как ее проверить? Потому что, ну вот, у тебя происходит столкновение, вот здесь находится детектор. Как вообще понять, что он там и как он откликается на разные частицы? Прежде чем его поставить на коллайдер, его привозят сюда. Здесь из этих труб мы можем производить пучок нужных нам частиц. Это могут быть как какие-то пионы, это такие пары кварков, антикварков, либо это могут быть протоны, либо это могут вообще мюоны, что тяжелые электроны. И мы будем фигачить, поставим этот детектор и будем фигачить в него пионом нужной нам энергии. И будем смотреть, какой отклик на этот пион. Например, мы стукаем, не знаю, протоном с энергией 5. Смотрим, какой сигнал. Стукаем 10. Смотрим, какой сигнал. А потом, когда мы в реальности уже на коллайдере, наш детектор выдает нам какой-то сигнал, мы можем понять, это был протон с энергией 7. И вот здесь как раз та энергия может быть, которая там может рождаться. То есть это вот специально здесь сделаны пучки для тех энергий. И типа частиц здесь тоже можно менять. Там стоит мишень. Пучок протонов бьет в эту мишень, рождается куча разных частиц, которые летят в ту сторону. И из них с помощью магнитов выбираются те, которые нам нужны, и направляются в нашем направлении. И здесь уже мы можем их исследовать. Другая вещь, которой здесь занимаются, это мой эксперимент SHINE. Это вот здесь вот. Вот та синяя часть – это магниты. Внутри них находятся такие же газовые детекторы, как в Алисе. Там тоже ставится мишень, другая, вот такая мишень. Ну, мишень обозначается просто пластинка какая-то. В нее тоже стукают частицами, и тоже происходит столкновение.
Только в отличие от коллайдера, где частицы летят в разные стороны, здесь летят все в одну сторону, потому что у тебя закон сохранения импульса, и все летит вот туда. Здесь у нас энергия столкновения в 1000 раз меньше, чем на Большом адронном коллайдере, чтобы была температура меньше. Наша температура, она ровно такая, чтобы исследовать фазовый переход между адронами, то есть частицами, стоящими из кварков, и частицами кварк-глюоновой плазмы. То есть мы исследуем вот этот фазовый переход, изучаем столкновение, когда еще нет кварк-глюоновой плазмы, и изучаем столкновение, когда она уже есть. И когда вот где-то на границе, где из кварк-глюоновой плазмы превратилась в обычную плазму. Можно столкнуть с низкой энергией частицы, и тогда никакой кварк-глюоновой плазмы не будет, потому что не хватит энергии, чтобы вот это все их соединить и вот это все создать. А можно чуть увеличить, и тогда хватит. И вот мы эту границу исследуем. А что будет результатом твоего эксперимента? Понимание того вообще, что там происходит. А сколько времени может уйти на то, чтобы это понять? Вселенной больше? Мы не знаем. Мы когда говорим, что мы, в общем-то, хорошо понимаем, как работает физика частиц, базовая, не всякие там эти темные материи. Мы хорошо понимаем, когда речь про несколько частиц, как они взаимодействуют. А когда там этих частиц очень-очень много, а в кварк-глюоновой плазме очень-очень-очень много частиц, математика перестает работать. Тебе нужно перейти на концептуально новый уровень. Вот так же и здесь. Мы понимаем, как частицы работают на низовом уровне друг с дружкой, но чтобы вот описывать кварк-глюоновую плазму, нужен концептуально другой подход. ЦЕРН все время пытается исследовать все новые и новые территории, и сейчас запускается проект FCC. Что это такое? FCC — это как будто следующий шаг в исследовании мира после Большого адронного коллайдера. Это почти 100-километровый коллайдер, который планируется построить здесь тоже. То есть это следующий шаг. Вот. Мы, как человечество, мы вот так вот двигаемся новыми шагами, потому что многое. Вот я тебе рассказывал про темную материю, загадки, связанные с антиматерией. У нас нет ответа на них. Как будто бы, например, с антиматерией ответ, видимо, где-то в более ранних вот асимметрии между материей и антиматерией, почему мы существуем, антиматерия вокруг нас нет. Хотя в наших экспериментах все говорит о том, что она, в общем-то, одинаковая. Значит, вот эта симметрия родилась в более ранний промежуток времени существования Вселенной. Нам надо заглянуть еще раньше в Вселенную. Это возможность строительства нового коллайдера, это возможность заглянуть еще раньше, что То есть, было. если вы еще больше ускорите... Больше энергии, больше плотности энергии сможем создать. Это еще ближе нас приведет к большому взрыву, и, возможно, там нас ожидает ответ вот на что-то из тех загадок, которые сейчас нас окружают. Ты хотел бы работать на этом проекте? Это было бы очень интересно, да. Ты человек, который не может работать в государственных учреждениях России физических в связи с твоей позицией, и теперь не может работать в ЦЕРН в связи с твоим паспортом. Какой у тебя план? Смотри, здесь заканчивается договор о сотрудничестве с Российской Федерацией. Это договор, через который идет взаимодействие с институтами. То есть здесь есть такая логика, что есть сначала ЦЕРН, страна, институт, группа людей. У меня сначала нарушилась связь меня с группой людей, с институтом, а теперь нарушилась связь между ЦЕРНом и страной. У меня много коллег, которые остаются, они просто уехали куда-то в Европу, в Штаты, и они продолжат работать с ЦЕРНом. Таких людей, я думаю, что 10% людей вот из тех, кто должен был уйти, я думаю, что еще примерно столько же, наверное, просто уехало и уже ищет где-то ставки тоже в других местах. Ну, пока я остаюсь в стране. То есть ты выбрал родину, а не науку? Я выбрал людей. Я думаю, что я буду заниматься наукой в будущем. Но вот конкретно в моем моменте октября-ноября 2024 года я выбрал людей, и я возвращаюсь в Петербург. Я правильно понимаю, что наша Вселенная, родившись из точки, в конечном итоге в точку И? Мы не знаем. Сейчас Вселенная ускоренно расширяется в той точке, где мы находимся. Это самые точные данные, потому что, когда мы смотрим дальше, это прошлое из-за скорости света, да, ограниченного. Поэтому вот то, что мы видим вокруг нас, это самые up-to-date новые данные Вселенной. И мы видим, что она расширяется, ускоренно расширяется. Что с ней будет? Ускоренно, ровно ускоренно или ускоренно неравномерно рывками? Нет, никаких рывков. Но что будет со Вселенной через, не знаю, 10 миллиардов лет? Продолжит ли она ускоренно расширяться? Если там останется такая же плотность темной энергии, которую мы сейчас видим, да. Но если то, что происходило во Вселенной до этого, мы можем аппроксимировать, то она как бы так и будет расширяться. Но, может быть, у нее есть какие-то свойства, которых мы просто не знаем, потому что мы не понимаем, что это такое. И тогда, возможно, Вселенная обратно будет сжиматься.
И тогда? Ну, тогда она слопнется обратно. Мы можем говорить, что она там, не знаю, слопнется в бублик, она может там превратиться в вот этого вот, не знаю, коняшку из шариков. Вот все что угодно. Мы просто не знаем. Нам для того, чтобы делать какие-то прогнозы, надо понять, а что это такое, по крайней мере. Что будет, если окажется, что теория Большого взрыва неверна? Значит, будет новая теория? Ну, это же изменит вообще точку отсчета, то, от чего вы Ну, смотря, что называть теорией Большого взрыва. Потому что теория Большого взрыва, если мы говорим про расширение Вселенной, у нас огромная база экспериментальных доказательств того, что Вселенная расширяется, и что когда-то она была действительно горячим веществом, вот этой плазмой, потом гвардионной плазмой. Ну, это как бы новая теория, которая появится, она должна все равно это объяснять, и как будто по-другому, кроме как расширением, то есть это реально штука, которая и квакает, и ходит, и летает, как утка. Вот. То есть тут как будто и выбора-то нет другой модели. Другой вопрос, что было вот самые-самые-самые первые мгновения. Там у нас нет экспериментальных данных, мы слабо понимаем. Именно первая точка сингулярности, ну, она под вопросом, действительно. Мы не можем доказать, что она была. Может быть, там какая-то вот эта вот расширяющая, слопающая Вселенная. Но если мы говорим о Большом взрыве как некой совокупности всего процесса, то как будто он очень хорошо доказан. Понимая, что было в самые первые миллисекунды, микросекунды существования Вселенной, приближаетесь ли вы к пониманию того, как это все кончится? Как будто бы нет. Но сейчас Вселенная расширяется, как будто она не хочет замедляться вообще. Никаких признаков того, что Вселенная будет замедляться, нет. То есть мы... Но она же не может расширяться бесконечно? Или может? Почему? Она не лопнет? Нет. Почему она должна лопнуть? Ну, знаешь, это любую скатерть на стол будешь натягивать. Вселенная не скатерть. Мы не знаем формы Вселенной. Мы не знаем размеров Вселенной. Тут слишком много таких вопросов, которые у нас нет ответа. Вот мы сейчас знаем, что темная энергия становится все больше, и Вселенная все быстрее и быстрее расширяется. Это будет продолжаться? Мы не знаем, у нас нет ответа на этот вопрос, потому что мы не очень понимаем механизмы, которые за этим лежит. Если будет, то мы будем бесконечно расширяться, но, возможно, в какой-то момент Вселенная такая, там включится какой-то механизм, который мы сейчас не понимаем, и он заставит ее сжиматься. Но сейчас нет никаких признаков того, что это может произойти. А ты как думаешь, как кончится Вселенная? Я не думаю об этом. Это вещи, которые я никогда не узнаю ответ. Это моя Вселенная может кончиться. Вселенная как глобально. Смотри, ты посвятил всю свою жизнь тому, чтобы заниматься наукой. Да. Ты много для этого сделал, ты много для этого учился, ты многим, наверное, как-то пренебрегал и шел только к этой цели. А теперь из-за твоего желания остаться... Пренебрегать – это какое-то самонасилие. Положил на алтарь. Коперник все-таки был монахом, не забывай. Что все были монахами в то время? Нет, не все. Галилео Галилей не был. Так вот, я как-то не воспринимаю это как жертву, это как какая-то часть моей жизни. Я просто по жизни иду согласно своим ценностям и своим интересам. Ну и в этот момент, значит, так. В одном из своих интервью ты говоришь о том, что в том числе на твой выбор стать физиком повлияло понимание того, что, скорее всего, при нашей жизни даже лунную станцию никто не построит. Ну, я все-таки надеялся, что лунную станцию построят. Но понимание того, что непосредственно сейчас лунной станции у нас нет, хотя на Луну мы слетали уже очень-очень давно, да. А на что ты надеешься, что при твоей жизни будет построено такого, что убедит тебя в том, что ты правильно выбрал профессию? Я думаю, что решение о том, правильно или ты правильно, это какое-то внутреннее решение, а не внешнее должно быть. Ты доволен тем, что ты делаешь, это согласуется с твоими ценностями, с твоими устремлениями. И вот в этом заключается правильность или неправильность выбора профессии, а не то, что мы сможем достигнуть этого или не сможем. Вот Вселенная, у нее есть законы, и мы обязаны жить в этих законах. Это вот те законы, которые у нас есть. У нас нет другой Вселенной. И если невозможно путешествовать со скоростью больше скоростью света, они невозможны. Это вот та Вселенная, в которой мы бываем. А касательно вот лунной станции, это, наверное, одна еще из причин, почему я стал интересоваться политикой, как ни странно. Потому что я понял в какой-то момент, что отсутствие лунной станции сейчас, в этом-то виноваты не ученые, а это политическое решение. Что в какой-то момент политики перестали интересоваться космосом, и поэтому развитие там застопорилось. И я понял, что для того, чтобы вот это случилось,
для того, чтобы у нас появилась лунная, марсианская и так далее станции, нам надо делать какие-то социальные изменения. И это была мотивацией в эту сторону глянуть. Тогда чего бы ты хотел, даже что бы ты хотел увидеть, чтобы было открыто или изобретено? Я хотел бы другие планеты увидеть. В смысле, планеты за пределами Солнечной системы. Мне бы хотелось увидеть другую жизнь. Ты думаешь, она существует? 100%. Выбери, пожалуйста, милосердие или справедливость. Я не готов выбрать. Свобода или стабильность. Свобода. Правда или безопасность. Правда. Родина или истина. Истина. Вообще несравнимая. Может ли какое-то из близлежащих открытий физики изменить вообще все направление развития человечества? Физики я не знаю. Но мне кажется, что нахождение жизни за пределами Земли поменяет наш взгляд на Вселенную. Нахождение разумной жизни перевернет все.